Привет, здорово. Привет, привет, привет. Ребята, у меня сегодня будет мастерство последнее на нашу подругу, вы рады? Я надеюсь, вы рады за меня. Чё? Сегодня последний день. Привет, здорово. А, боже, я не сделал рассылку. Ща. Ссылку браткам не закинул, ща. Здорово, здорово. Все. Летит ссылка. Да. Готово. Алекс, тебя щавили? О боже, что за вопросы? С какого ты... Как ты такое смог написать? Ребятки, что вы готовы? Сегодня, я вам говорю, сегодня будет просто сумасшедшие. Сегодня будет просто сумасшедшие бои. Сегодня будет просто очень-очень-очень-очень жесткие бои. Я не знаю. Мне даже страшно представить, что будет, потому что... Кстати, ребят, я сегодня попробую с нуля 2000 залутать на одном аккаунте. Я попробую с нуля 2000 залутать. Че, давайте сейчас ребята зайдут, и я вам прогнозики дам, да? Можем пока... Нет, пока ждем, можем пойти поиграть с подписчиками, так сказать. Не играли. Праведный проход. Сияющая кавалькада. О! Кстати, у меня... Ребят, стоп, что? Случайный пристар? Ну-ка, откроем. Знаете, почему я оставил ранговый стардроп один? Знаете почему? Вот видите, я все собрал, кроме рангового стардропа. Алekzz, здорово, привет, Венера. Привет, Лад. О, почти все зашли. Салам, здорово. Почему? А я его оставил, будет скин на Лили, вот этот крутой, помните, который я вам показывал? Скин на Лили будет, и я его поэтому оставил. Чтобы залутать. Какие прогнозы? Ща дам, ща дам. Короче, с чем, ребят? 25 минут. 20 минут и чем начинается? Кстати, ребят, хотите самый большой мем? А, он не поставил кита. Я думал, Хуан Карлос все-таки поставил кита, он не поставил себе кита. Но он вчера, конечно, на тушканчике вообще отжег, просто капец. Слушаю. Да, я прям мега много поспал, родной. Я прям слишком много поспал. Я прям очень заряжен. Он скилл показал? Да, на тушканчике вообще хорошо сыграл. Спасибо. Никак. Не помогу, прости, пожалуйста. Я не помогаю апать кубки. Спасибо, родной, огромный донат, но я не этот... Для этого у меня есть, если тебе нужна помощь с рангами, залетай в будочку бустов, родненький. Так, погнали на Джуджу. Ребята, мне ставить титул на Джуджу или не надо? Вот титул на Джусти во власти чар, по-моему, мега круто звучит, нет? Спасибо, родной, ровно за 500 рублей, спасибо, Unforgettable, но я честно не этот, ну, как я могу помогать? Как я могу помогать? Ну, я... Прости, родной. Спасибо тебе огромное, Йошхира, спасибо, мне очень приятно, честно. Мне кажется, имба. Вот иконка не особо мне нравится. Кстати, я думаю, в этом сезоне 4000 апнуть или maybe 5. Привет, Алекс. Здорово. Да. Да. В каком месте не показали больше? В каком месте не показали больше, я не понимаю. На ките как Жуан Карлик, ну, этот... Нужно просто быть целевым, понимаешь, родной? Спасибо, маленький. Спасибо, маленький.
Спасибо. Спасибо огромное, но у меня не день рождения. Спасибо огромное за донат. Спасибо, братка. Спасибо за стишок. Приветик. Ребят, я вам могу сейчас объяснить. Ребят, давайте плюсики в чат закидывайте, я вам после игры показываю прогнозы. Здорово. Кет вчера развалил, ребят, согласны? Вчера Кит развалил жестко. Вчера Кит жестко развалил, это факт. Слушаю, братка. О, спасибо за рейд огромное. Понял. Ну, посмотрим, maybe. А что за Димитра 1? Владик, ты видел или нет? Можешь глянуть, пожалуйста? Да хватит мне! Хватит мне! Хватит мне донатить стишки. Спасибо огромное. Дали. Смотри, бро, мне дали на основе, также мне дали легендарный стардроп еще и на спидране. Что? Ник назови в конце стрима. Брат, ну ты, конечно, мне даешь задание. О, смотрите, тут, видите? Смотрите, как много всего. Смотрите, как много всего. Тут на спидране прям нормально так навалило какашек. Йошихира, родной, с днем рождения тебя. Поздравляю тебя с днем рождения, родной. Вот зачем вы меня поздравляете, если вот Йошихира, с днем рождения, братка, с днем рождения, родной. Привет, Пого, привет. Слушаю. Так, прогнозы, ребят, да? Прогнозы? Прогнозы вам нужны? Ну, по факту, кстати. Жуан Карлос легенда, ребят. Давайте, плюсик в чат, если... С днем, так сказать, поздравляем. Поздравляем Хуана Карлоса. День рождения Шхира, сейчас предикты дам. Секунду. Так, ребят, у меня есть, короче, аккаунт, на котором вообще нет. Сейчас покажу. Я на нем еще не ставил. Давайте вместе, 18 минут остается. У нас есть с вами время, погнали, сделаем прогноз. Смотрите, сейчас будем разбирать СК против Humble. Матч мега жесткий. Вот матч реально 50 на 50, потому что это две сильнейшие команды ЕМЭ. Если я не ошибаюсь... СК топ-3, да. СК третьими вышли. Humble топ-1 залутали. Если что, ребят, если вы не знали, Humble это первая команда в Европе, которая отобралась на мировые финалы. Слушай, Артемик. Ну просто... Да, вот ты правильно сказал, одинокий волк, да. Смотрите, СК заняли топ-1, и они лутанули. Один раз они побеждали ежемесячные финалы, но Humble залутали топ-1 Европы вообще. То есть, ну, это самая сильная команда ЕМЭ, даже банально по статистике. И... Вот видите, первое место ЕМЭ заняла. Humble заняла в ЕМЭ. Третье СК. Ну, они заберут реально. И я думаю, что в личной встрече выиграет Humble в этом матче. Поэтому ставим на Humble. Вот тут вообще ситуация слишком тяжелая. Да хватит. Спасибо. Какой у меня ребенок? Вот тут вообще тяжелая ситуация, но смотрите. Да хватит донатить! Да чё крайсовый клон, успокойтесь, чё крайсовый клон, не клоун он. Ребят! Все, я мучу донаты, все.
Я мучу донаты, когда сделаю прогноз, покажу вам. Так, смотрите, Crazy Raccoons против Replay Totem. Тут вообще сейчас слишком сложно. Crazy Raccoons вчера, я бы не сказал, но мне не понравилась вчера их отыгровка. Честно, мне их вчера отыгровка не понравилась. Они чуть не лузнули Elevate, при том, что они играли на голову выше, чем Elevate. Мне кажется, что за счет пиков, то есть Totem должны передрафтить 100% Crazy Raccoons. Давайте так, Crazy Raccoons это легенды, да, там 2 мировых чемпиона и Маягоку, который очень-очень жесткий. Но у Totem будут лучше драфты. У Totem поддержка зала. Если что, ребят, вчера у Totem была самая жесткая поддержка публики. Потому что каждый раз, когда они играли, просто весь зал выкрикивал Totem, Totem. То есть уже два фактора превосходящие. По личному скиллу, ну, Totem очень хороши. Totem сейчас просто на пике своем. Вот серьезно, они просто на своем пике. Если учитывать все эти факторы, Totem забирают, Totem хавают. Конечно, не 3-0. И, опять же, ребят, я повторюсь, это финалы, тут все команды очень крутые, прям очень крутые. СК Humble матч сумасшедший, Crazy Raccoon Replay Totem тоже просто неадекватный матч. И, ну, как вам сказать, конечно, можно, насчет, вот как я подвожу статистику, да, какую-то конструктивную. У меня есть аргументы, почему кто-то выиграет, верно? Но это очень-очень-очень тяжело определить. Но я считаю, что выиграет Totem. Я считаю, что выиграет Totem. Я в них верю, плюс ребята очень сильно хорошо синхронизированы между собой. И тут матч очень, так сказать, очень не очень. Totem против Humble, ну... Такая же фигня, просто такая же фигня. Как Totem может выиграть, так и Humble может выиграть. Но я буду ставить на Humble. Humble пока что смотрится просто непобежденными. Реально. СК Humble, Crazy Raccoon, Totem. Totem Humble. Да? Вот так. Я такой прогноз поставил на всех своих 3 аккаунтах, поэтому да. Поэтому ждем Пупсяныча. Тяжело будет, конечно, но... Слушаю. Спасибо, родной, спасибо огромное. А почему Куб ушел из Нави? Ну так нужно было, он ушел, поэтому. Так, давайте донаты глянем. Вчера с отцом смотрели чемпионат, вдвоем через экран играли с Жоана, понял? Спасибо. Так, сборка на Эша, родной, вот. Вот, лутай, братка, лутай. Можешь сказать сборку на Эша? Вот, родненький, ща. Вот, сборочка. Вот сборка тебе. Можешь еще попробовать этот гаджет. Но я бы с этим играл, наверное. Но это темба. Спасибо, родной. Кому? Ой, я не того кикнул. Кому привет передать? Привет, Савычу. Савыч, здорово. Фанкарас меня какие-то тап-тап грейн скилл. Тиму, я думаю, в телеграм-чатах каких-то, в дискорде, родной. Ну, тут как бы, понимаешь, выбор невелик. Ребят, 14 минут. 14 минут осталось. Слушаю. Красавчик, пуш дальше. Пуш дальше, родной, пуш дальше. Прости, котемчик, братка. Прости, котемчик. Разбанишь. Димитра 1, Димитра 1. Димитра 1. Влад, можешь посмотреть, пожалуйста? Ну. У меня команда рейди не жмет почему-то, ребят. Что делать? Не делаю. Пиар-клуба не делаю. Привет, родной. Спасибо, ребят, игры сегодня будут сумасшедшие. Я не знаю, у меня горло, наверное, сегодня сорвется. Сегодня просто ужас игры. Слушаю.
Где купил кофе и сколько стоит? Ну, тогда в сторе это предзаказ. Можешь зайти, там она продается. 25. Передай привет Кириллу Калину. Кириллу Калину привет. Кирилл Калина. Кирилл Калина. 25. Покажи сборку на амортисы, пожалуйста. И ответь на вопрос, я легенда. Мне 19. Конечно, легенда, братка. Как клоун. Ну да ладно. Братка, а зачем ты заходишь играть и отдаешь мне игру? Почему? Сегодня я лопнул кота на 5 раундов. Поздравляю, родной. Поздравляю, поздравляю, поздравляю. Слово. 25. Здорово, брат. Здорово. Газаху. Спасибо, родной. Думаю, Хамл победят, но надеюсь, на Дем посмотрим. 25. Я кит менью, братва, мяу, мяу, мяу. Ребята, вы видели, насколько много сделали мемов с Хуаном Карлосом? Это вообще капец. Малолетние дебилы. alekzz, желаю отличного. Насколько много мемов сделали. Но надеюсь на Totem. Не разбанивай, Владик, не разбанивай дурака. 25. Слушаю. Для тебя эта тема может показаться. Сын Мияги. 25. Привет. Слушаю, сын Мияги. Мише Петровскому, Владу Акробату и Мише Петровскому, Владу Акробату и Артему. Артему привет. Артеар. 25. Сейчас сообщение для вас пишем все alekzz лучший. Спасибо огромное за прогнозы. Смотрю тебя как Да не за что. подписчиков. Да не за что. Стараемся. 25. Хорошего стрима и вечера. Спасибо, родной. Спасибо тебе тоже. Такой же режим долгий. Есть такой вайп, ребят? Режим мега долгий, честно. Передай привет Мишане. Мишаня, привет. Здорово, Мишаня. Малолетние дебилы. Это малолетние дебилы. Сайпис на связи. Как настроение? Ксайпец, привет. Макс на адвокат. Поздравляю, родной. А почему Рика? А что Рика делает? Посмотрите, что Рикошет делает. Это новая тактика или что? Вы видели, что Рикошет просто... Рикошет просто фулл базу мне спилил за об стенку. Нормально? Дай прогнозы. Ща. Прогнозы, ребятки. Вот прогнозы. 9 минут остается, поэтому поспешите, ребятки. Кто еще прогнозы не делал? Вот, для таких кабанов специально вот прогнозы. СК Гейминг против Humble, Crazy Rack, Replay Totem и Replay Totem Humble. Все. 25. Слушаю. Я излег дропы за 1500 очков. Выпал гипер на Атиса. Чинозис. Так, с кайфом. А, кстати, гипер на Отиса прикольный. Них из новых. Гипер на Отиса прикольный, если честно. Гипер на Отиса норм. Поэтому я тебя поздравляю, родной. Аду 21, 25. Привет, передай привет. Кому привет передать? Кому привет передать? Аду 21, 25. Я случайно сцену переключил. Кому привет передать? Аду 21, 25. Привет, передай привет Камильфо. Камильфо, привет. Димас Инфинити тоже здорово. Здорово, мужики, здорово. Все, 8 минут. Лучший стример любви. Спасибо огромное. Ребята, вы в шоке, что вчера 4 из 4 зашли или нет? 4 из 4 зашли. Старый боженька. 20. Слушаю. Я апнул 1800. Поздравляю, родной, поздравляю. Сейчас 41 800 общих. Как думаешь, с таким пушем апнул 50 как к концу сезона? 68 бойцов. Хорош, братка, хорош. SW1 день. 20. Апнешь? Я думаю, апнешь, родной. Я думаю, апнешь. Если я смотрю эфир по чемпу, то дают доп. Очки. Думаю, стоп, дают. 25. Джоан Карлос живой мем. Ну, кстати, у меня одного... О, кит, ребята, кэт залетел. Китеныш залетел. Триум. 25. Привет. Мой первый, Китеныш в руме, осторожно. что я напнул свой первый максимальный. Спасибо огромное. Удачного стрима и пушек жуки. Спасибо, родной.
Спасибо, Рома, за донат, родной. Я не могу включать треки. Пока есть время. Я не могу включать треки на этом стриме. 25. Здорово, Алекс. Здорово. Удачного стрима. Скажи, где лучше опытненные честеры? Макай. Привет, Алекс, я тебя давно смотрю, можешь передать привет Никите. И скажи, пожалуйста, норм на 35к 1100 на карде Люси. 35к 1100 на Корделиусе, конечно. 1100 это много для таких кубков, красавчик. Асаар, Молодец. 1100. 25. Алекс, привет, удачного стрима. Здорово. Передай привет Илье и Саше, пожалуйста, и апни топ-1 мира ПЖ. Привет, Никите. Никита, здорово. Кому еще? Илье и Саша, привет. Привет, Илья и Саша, привет. Привет, Данила и Матвей. Да что за стрим передавания приветов? Данила и Матвей, здорово, здорово. Апать Мэнди и Честера. Честера брал более либо в гемах, Мэнди в баунти или в нокауте, но я бы апал баунти. Новой системы трофеев. Имба, родной, имба. Новая система трофеев это что-то новое, крутое. 25. Привет, главный винтрейдер. Скажи, Ну что ты донатишь, что ты донатишь? Малолетние дебилы. Это малолетние Что ты донатишь? дебилы. приветик, мой пупсик. Хочу Здорово. сказать, что тебя очень интересно смотреть. И в общем я хочу Спасибо. поделиться. Ты мне нравишься. Го встречаться. Понял. Спасибо, Сомчик, спасибо огромное. Уинт 45. Хороший ультать мелдился. Хорошая, прекрасная. Малолетние Да ё-моё, я не услышал. Я Тадов Стор, Тадов Стор. чат написать или прислагам мой любимый я на ПБ. Тадов Стор, братка. Привет, здорово, здорово, здорово. Когда будет баунти в рероле режимов? Я думаю, скоро вернут. Я не знаю, кстати, почему его убрали, если в баунти люди апались. Я, ну, думаю, в next обнове завезут. Нормально. И зачистки нет. Ну, на зачистку пофиг, если честно, немного. А что с донатом? Почему донат умер? Почему донат завис? малолетние Всё, дебилы. отвис. Это малолетние дебилы. Привет, Алекс, передай привет Камилю Бакирову. Камиле Бакирову привет. Я, кстати, до сих пор не знаю, как в этот режим играть. Но собирать я понимаю, что нужно. alekzz Сигма 30. И это турнир по спалбайраневею. Слушаю. Пушку и Тутису привет. Твои родители случайно не пекари. Тогда откуда у них такая булочка? Я за тебя Спасибо, выпью родной. только что. Приятного, Спасибо. приятного. Удачного стрима. Малолетние дебилы. Это малолетние дебилы. Ну как приятного. Алекс, передай Пиво пить вообще не очень. Тутису. Передал. Так, давайте снесем. 25. Привет. Жуан Карлос вошел в кондиции вчера и дал джазу. Так, ну он там просто не пошло. Хватит донатить, пожалуйста. У нас через 4 минуты чемпионат уже. Да по факту твой стрим смотреть не имеет смысла. Что? Малолетние дебилы. Это малолетние Все, я, дебилы. короче... Через 5 минут чаем. Да. Ты скачал бомбич. Нет. Не скачивал бомбич. Ляр. 2 минуты. Ну, 3. Привет, можешь сказать, что за лампсыв на тебя? И где Ну, я уже говорил. Спасибо огромное. Слушаю. Привет. Здорово. Ну что, посчитаем копейки. 1 копейка. Все, спасибо огромное за донаты, я понял, копейки. Все, не донатьте, ребят, все, конец донатам. 2 минуты до начала стрима, поэтому донаты оффуются, к сожалению. К сожалению. Спасибо огромное. Не нужны мне копейки, считать, не надо.
Я на СК поставил. Да, ну, ребят, я же говорю, вы можете, понимаете, вы можете поддерживать любую команду, которую вы хотите. Я же вам объяснил, почему выиграет, точнее, почему процентов 80, что выиграет. Спасибо огромное за игры, ребят. Давайте, кстати, у меня сегодня 4000 уже будет, прикиньте. Уже 4000 будет. Предикты покажешь? Ладно, давайте, кто еще не видел предикты, вот, смотрите. Вот, ребят, кто еще предикты не видел, вот. СК, ставьте, пока у вас есть время, у вас 2 минуты. СК Humble, Crazy Raccoon, реплай Totem. И реплай Totem Humble. Вот такие предикты. Че, ребят, тут минута уже остается. Вы готовы? Я готов. Я за Ракуна болею? Так, давайте... Влад, ты зайдешь? А, вот. Ребят, вот код. Я уже включаю транс... О, боже. А где Влад? Влад. Влад. Уже началось, включаю. Вот код, ребят, XR. Запишите код, и я включаю уже стрим. Запишите код, я уже включаю. Вот, он уже начался. Уже стрим начался, вот вам код, чтобы поскринились, кто хочет, кто желает. Все, записали код, можем смотреть, Погнали. Музыка выключается. Погнали. Еще раз обновлю. А зачем они показывают команды, которые вылетели? Это прикол какой-то у них? Почему они команды показывают... О, Elevate, которые вчера чуть не выиграли Crazy Raccoon, офигеть. О, Пионер, Хуан Карлос, Накитеныша, Легенда, Люминости. Люминости, кстати, не показали свой потенциал, они могли спокойно выиграть Зету. Вот отвечаю вам. Спокойно могли... Экран показал экран. Показал экран. Привет, Гуд, привет, брат. Блин, ну почему так всегда? Я сейчас на конце демпал. Crazy Raccoon победа, все готовы. Привет, Кама. Привет, здорово. Время пришло. In the balance. Ladies and gentlemen, welcome to the Brawl Stars World Finals and welcome to Super Sunday. My name is Barney Banks and I am your host. And today, nerves will be rattled, patience will be tested, and only the strongest will emerge victorious. So, without any further delay, I'm going to hand you over to our casters in the booth. It's Uber and Trav. Снова кастеров объявляет Uber. My condolences to those of you who weren't able to get seats, but don't worry, we're all going to be on our feet in just a moment. Нифига у него, это что, Киркоров? Посмотрите на его костюм. The one and only Trav talks. We started with 12 teams, whittled them down to 8, and now the final 4 remain. The first 2 days of the Brawl Stars World Finals have been absolutely electric. Such phenomenal gameplay, and I'm sure Посмотрите на его костюм. 3 as we try to crown a champion.
Now, let's get reoriented a little bit here, of course, and remind you of all of not only what's on the line, but how this all works. We started with 12 teams, 4 groups of 3. That whittled down to 8 in our quarterfinals. And so today, from EMEA, SK Gaming, Humble, Reply Totem have advanced alongside Crazy Raccoon, who got over снова реклама от number Supercell 1 seed Store, to что make за it here фигня? to the semi-finals. These folks are all best of 5 matches. We'll have 3 of them for your viewing pleasure. And of course, we'll be fighting for the lion's share of $1 million with our champions taking 400,000 out of the arena today. That is a lot to play for, and it's been a long year for many of these teams having to fight through a circuit in their home regions before making it here. And even in the case of Reply Totem having to qualify through the last chance qualifier at Gamescom to be here, their road's been the longest. Yeah, it's crazy to think how kind of, I'm gonna say abysmal their season was. Я не знаю, какая. Blue Typhoon, Blue Typhoon, Blue Typhoon, Blue Typhoon, Blue Typhoon, Blue Typhoon, Blue Typhoon. Я не знаю, что это за тупой вопрос, это что вообще, как это, как на это говно ответить? This is where we stand so far. Myself and Kenny are with SK Gaming for this first matchup. Up against their local Кто опять накрутил? Как мне на этот вопрос ответить? Спасибо, да не за что, но просто... Знаете, я сижу, хочу выбрать правильный вариант, в итоге, ну, вопрос просто идиотский. Какая киберспортивная анимация? Анимационная киберспортивная команда. Bad Squad, Purple Punch. Ну, типа, я думал, какой-то вопрос будет адекватный. Get involved in the trivia questions and join us А over вопросы, there. как всегда, в This is принципе. bound to be an incredible show indeed. For those that are just joining us or those who want a refresher, we've got one for you. Let's have a look back on how day 2 transpired. Мне нравится, что эта надпись висит так долго. Зачем? Welcome to day 2 of the Brawl Stars Здорово, привет. Finals. Just 8 remain. Today, all of our matches are best of 5s. It is going to be an absolutely phenomenal day of Brawl Stars esports, I can assure you. Zeta Division, SK Gaming. Here comes another big super. It's massive. It's the time. SK Gaming. Дед, вы видели деда? Ровный Кент. Coming in from Pioneers, Humble 1 set away from the semi-finals. The HP is not going to be there. It doesn't connect, and the shield is perfect from Luki. And Humble proceed to the semi-finals. Elevate their opponent and previous world champions, Crazy Raccoon. Elevate lose their gems, and Crazy Raccoon will return to a world semi-finals to claim. Это как Crazy Raccoon вчера выиграли. Rival esports. Что это было? Что это был за крабик? Как назвал свой первый сезон? Страшная история. Нет? Да, страшная история, страшная история. Tomorrow we will be crowning our champion, and one team will get to lift that Brawl Stars championship belt. Welcome back to the main stage, and as you can tell, it is a full house here, so let's give them a little test. Superfest, are you ready for your first semi-final? Все начинается. Mediocre at best, it's alright, we'll get there, don't worry about it. But you know what? СК против Humble. Waits for no one. We are not messing around here today, so it is time to introduce your first 2 semi-finalists to the main stage. It is Semantic, Luki, and Boss. They are Humble!
Пятое! А, я идиот, реально пятое. Они же играли Чили, Вайди и этот, и... Пятое выбирайте. Я забыл, играли же Чили, Вайди и этот, десятик. Стоп, нет, Скайрикс, стоп. Жетон, Скайрикс, Семантик, Чили, десятик, Вайди. Да. Пятое. Humble's games this year have just been so good. They've just been so consistent all the way throughout Humble this year. заняли место Юния. Первое. And only going out in the first round once. Semantic though, the main man for this roster, the loudmouth in the middle of the stage. What a player he is. And I think he thrives under that pressure that little bit more. He's fighting a demon today. A Favorite demon food that kebab. has ravaged his past. Semantic went up against SK Gaming last year. Выбери трансляцию USA, самая левая верхняя кнопка. Ну, давай посмотрим. Ладно. Какую трансляцию USA? У меня еще жопа сгорит начала с чата. Что это? Yeah, Joker, Yoshi and Linane, what a team they are. Yoshi 825 has been one of the more consistent players on this roster. I feel like him and Linane have been the standouts so far. Joker Не читай чат, так бань, котемчик, бань челов в чате. Бань челов в чате, которые пишут, что у меня задержка, ну ПТУшники же. Ну баньте их, просто баньте, ну без шуток, они задолбали меня. Не нужно мне писать, что у меня задержка, какой смысл? Случайная выдача добычи, спасибо за 10, кормите, братва. Не надо бан, но не пишите, что задержка, друзья, зачем? У меня 1530, успею до гипера, конечно. Реально, я что-то про СК вообще забыл, что это уже пятое появление, капец. alekzz руина, почему только 10 выдал? Простите, ребят. В следующий раз выдам вам не 10 поинтов, а 2000 сразу. Хорошо? Простите. And that is Humble, standing between them and the final. It was Lana and Semantic last year trying to find success and world championship together on that foot esports team. It was not to be. Да, кстати, ребят, в прошлом году, если что, играли же, помните, в What do you think at home? Here come the votes, folks. What a close one. Дрейдж, Линан, Семантик, верно? Feel like SK Gaming. Дрейдж, Линан, Семантик в прошлом году играли. I mean, that surprises me considering the year that Humble have had, but considering all the support, not only here in Helsinki, Finland, but at home as well, that SK Gaming do have. Doesn't surprise me that they've edged that home prediction. We're going to be jumping into the draft in just a moment. SK Gaming, some questionable picks over the last couple of days, but overall their execution with these drafts has been good. Crucially, they found ways to counter out Kenji, specifically leaving him open as both teams have not gone for that ban. It is safe zone. And what better brawler to open with here than Colette? Yeah, Colette with the hypercharge adds 25% of the safe. Without it, still 10. And the ability to chain those supers when people are defending it. Kenji от Humble, офигеть. Они забрали у этого. Сев, зайдешь на второй матч или на второй сет? Хочешь? Анализ по пикам дать. Humble проиграли, посмотрим. Kenji, Colt. Как будто, не знаю, Kenji в сейф-зон на фулл открытую карту. Daryl picked up here for SK Gaming to get a tank counter and one of the best tanks in the game under their belt. Спасибо за сапку. Камшарики, надеюсь, помогут. Colette, as I said, so good against tanks. And Daryl, pretty much one of the only decent brawlers against Kenji at the moment. So we'll see what SK Gaming do. Тут же чисто рандомно. Посмотрим. Missing that kind of mid brawler with Bell out the way. You know, we kind of see Piper come in, Nanny come in. Gale от СК. Сейф, прикиньте. And that's kind of a bit of an opening, I feel, for Humble. Absolutely. Yoshi is going to have a tough time laning. There's no other way of putting it here. It's a very defensive pick, but SK have often gone for the Gale to round out their compositions as soon as they start to see a Kenji. This also has to make Humble think twice about trying to find a tank. Might not be possible here, but there's a ton of options. With Angelo off the board, we've seen Чака что не берут, не знаю. Падлу Чака, наверное, брать. Его закрывают легко. Его клейнсы закроют. B comes in.
Би такой себе. Би такой себе вариант. Посмотрим. I mean, it's been so long since we've seen it, but lining up against this comp, what a pick that is if you really start to pick it apart. Good against Colette, good against Daryl, good against Gale. He's got a lot of weight on his shoulders, though, Lukey, on this brawler, because he's going to have to do so much to get Boss and Semantic into these positions where they can get damage on the safe and get kills against their counters. Of course, it's the second Я не знаю, зачем Кенджи. Вот я не знаю, зачем Кенджи. Lukey needs to be chaining these hits together. Still, Iron Hive is a super to slow down targets. Honey Molasses also slows targets down. So when Lenar tries to engage, it will be a little bit difficult for the Daryl to get close enough to be to punish her. This is a bit more of a flimsy team for Humble in terms of overall health pool, but their damage is off the charts. Should be a good start for Humble. The range advantage that they've managed to get through this draft is kind of just unparalleled by anything that SK have on their side. So they've got to take advantage of Кита забыли, да. whilst Daryl's waiting to get those supers. Once they start chaining in, and obviously with the rework, he's got 2 roles now instead of 1, so the mobility on this map has just been increased twofold. Китеныши забыли. Китеныши не пикнули. Worth bearing in mind as well that this cult can start to blow up the map. Crucially, so that silver bullet gadget can be used to remove some of the boxes or the walls to give him a better line or to further expose SK Gaming to the long-range poke that this team has. SK have to commit, they're gonna have to go all in, but what better player to put in a difficult position on this Daryl? Здесь Humble заберут, посмотрим, ребят, the best tank player in Europe, maybe even the world. He's made it this Причем без far мутации. now. Ну, SK вот так. always look to set him up. They always look to put him in a position to succeed. Погнали, друзья, первая игра, финал. Начинается игра, Кенджи проходит по миду, кстати, Семантик играет на Кенджи. Билду видите, на трамплине залетает Линайн, прыгает Кенджи, убивает сразу Кенджи, проходит, но умирает сразу от Луки. Луки стоит в миде, кстати, на пчеле, чувствует он себя, в принципе, неплохо. Не залетел у него гаджет ни по кому. Нужно отхилиться, наверное, Луки, полетел уже Джокер дамажить сейф. Ульт от Семантика по Йоши, Йоши лоу хп, убивает Семантик Джокера. Прекрасный килл от него, Линайн сидит на правом лане, просто готов дамажить сейф. Раскрытие от Луки. Точнее, раскрытие для Луки от босса. Пошла раскруточка от Луки, по Линайну залетает. Там Семантик дамажит сейф, но Дарил сидит просто за стенкой. Джокер с ультом. Босс, кстати, дамажит по сейфу. Влет от Линайна по Луке. Килл от Линайна. Идет дамажить сейф, но сейчас его добьет Кенджи. Кенджи раз слайс, 2 слайс. Умирает Линайн. Семантик проходит по миду. Хорошее сталкивание от Йоши по двоим. Калет проходит снова по левому лайну. Снова идет дамаг от босса. Счет 67-74. Есть гипер Линайна, который он не может нажимать, ребят. Ульту Йоши. Добить. Хороший ульта от Семантика по Джокеру. Джокер лоу хп. 110 хп на Джокера. Джокер умирает. Семантик дает килл. Босс под гипером просто разбалбывает сейф. 38-74. Лоу хп Линайн. Семантик до сих пор накидывает по сейфу. Еще ульт по сейфу. Еще удар по сейфу. Сейф команды СК просто падает, тает на глазах. Как снеговик летом. Гипер от Джокера пошел по сейфу. 17-49, очень плотная игра. Минус Йоши, хороший килл от босса. Раскрытие пошло еще. Все, фулл-ката раскрыта. Очень тяжело играть Линайну. Полетел Линайн, но будет умирать. Еще ульта от Джокера. Дабл гипер от Йоши. Убивает Йоши двоих, убивает Йоши троих. Дамаг по сейфу, 17-25. 17-23, любая ошибка это конец. Есть... Ульт у Луки. Линайн копит себе пока что ультик. Попадание по Джокеру. Джокер умирает. Попадание еще по Йоши. Ульта от Семантика в никуда. Пытается он пройти. Попадание по сейфу от Луки. Накидывает еще босс. И босс финиширует сейф. 1-0. Сумасшедший матч. Уже первая катка. Просто игра на ошибках максимально. Знаете, огромный респект боссу. Босс просто соло-сейф разбил. Начинается игра вторая. Первая игра, в принципе, была мега клоуз. Очень сложная игра была для команды СК. Они не смогли одолеть. Линайн влетает, сразу умирает. Летит Семантик нарубывать Йоши. Дамаг пошел уже по сейфу СК. Счет 70-100. Никакого сопротивления не могут пока что оказать СК. 42-100. Уже сейфа нету. Умирает еще и Йоши. Попадание только снова по сейфу. Сейчас еще и гаджет. Нет, гаджет по сейфу не долетает. Замедление по Линайну. Линайн лоу. Снова заряженный выстрел по сейфу от Луки. Семантик просто стоит, харасит сейф. 20-88, 17-88. Еще ульта от Семантика по сейфу. 14-88.
Ульта Джокера по кольту. 3 на 88. Это, походу, конец. Команде СК нечего делать просто. Луки, попадание по Линайну, замедление по двоим. Есть гипер у Джокера. Покатился Линайн. Убивает кольта просто за секунду. С гиперная ульта по сейфу от Джокера. Счет 3 на 59. Дамаг от СК идет. 3 на 57. Есть гипер у босса. Можно его прожать, пойти ломать сейф. Но нужно как-то пробовать команде Хамбл по миду. А попадание от Луки по Линайну. Линайн лоу хп. Семантик пытается пушить. Есть ульту Йоши. Если что, задефает. Гипер от кольта просто в никуда. Линайн вкатывается, пытается дефать. Килл от Луки. 3 в 2 команда Хамбл. И будет конец сейчас. ГГ. 1-0. Просто чудеснейшая игра от команды Humble. Просто чудеснейшая игра. A few problems with this composition for SK. First of all, there's no legitimate answer to the Kenji. Ну, очень много дэмэджа пропустили СК, ребят. Очень много дэмэджа пропустили СК. Прям очень много. Kenji is healthy, but not a true tank in nature. And frankly, Gale is not enough to shut him down either. Humble have so much more damage, and the B pick is Giga Brain. Знаете, пчела-то очень сильно зашла. Пчела очень сильно зашла. Друзья, пчела-то слишком сильно зашла. Ребят, играет Бо 5, то есть нужно забрать 3 режима. Кто победил в мировом финале 2022 года? Zeta Division... Я сейчас скажу точный ответ. Zeta Division 1? Zeta Division 0, Zeta Division 0. Я не помню, я помню, что в 2022 победила команда Тинсая, Ачапы... Тинсая, Ачапи и Куру, но я не помню, какое у них название было. Я помню, что Zeta. Но вы выбрали, надеюсь, Zero. Вы выбрали, надеюсь, правильный ответ, потому что я, разочаровал Пигейла, разочаровал, понял. Well, Bounty should slow things down a little bit after that heist game. It was quite explosive from Humble, at least. SK still got a lot to prove in the semi-finals. Bans coming in then. We've got the Tick, Kenji, and Daryl from the side of Humble, and the Mo, Angelo, Kenji from the side of SK Gaming. Pretty good bans across the board, getting a lot of those heavy hitters off the map. The very common bans plus a targeted ban over towards the Nun. No Daryl available. Compositions on this map, we've seen a bunch before, but Gene often gets banned out in these bounty game modes. Humble see it slip through and they пикают Humble Джина, ФП. Huge turnaround potential from that brawler. One magic hand or 3, if you've got the hypercharge, can make a real big difference to how that game turns out. SK Gaming will have the following 2 picks though, and although I really like Gene on this map, I'm not too convinced of its first pick potential. Баны, кстати, вы можете заметить, обе команды забанили Кенджи. Баны Дэрил, Кенджи, Тик против Кенджи, Мошка и Анджела. Ну, кстати, очевидные баны. Ларри и Лори от СК выходят на охоту. Плохой хоп и хороший хоп выходят на охоту, друзья. Angelo, Mo, and Kenji. Yeah, really smart picks from SK Gaming for Larry and Lori said. Probably the best thrower in the game at the moment, so really, really strong pick. And the name. With that new introduction as well of being able to float that top portion of your body. Да, ребят, конечно же, все подписывайтесь и на Твиче, кто смотрит, и на Ютубе, кто смотрит, все подписывайтесь, потому что я все турниры вообще по Бравлу смотрю. Также, понятное дело, стримлю частенько. Теперь будем стримить и там постоянно. Барли! Прикольно, берут Барли, команда Humble. Барли, Джин. Интересный пик. Интересный пик. Ну, Барли зонить, по идее, будет, друзья. Барли, по идее, будет зонить. Они Барли чисто ради того, чтобы зонить идеально противников. Yeah, Barley with that hypercharge kind of fulfills the same role we see Brock on this map take. Being able to blow up those bushes with your hypercharge is very powerful. It's just what Rocket Rain is Вольт. Барли, Джин, Вольт, окей? It's all open by the way, but Surge here coming out from Humble.
Окей. Что еще могут взять? Что могут взять? Мортиса на мужика. Спраут норм. Спраут, да, спраут норм. Еву, да не, Ева кринж. Пайпер, нифига себе. Пайпер — это интересный выбор. Ли надо было. Погнали, друзья, второй сет. Начинается второй сет. Расходка. Барли идет соло на лайн. Вольт на левый и Джин тоже на левый. Закидка от Йоши пошла. Босс вынужден отходить, потому что трипл лайн стоит на левом лайне. Попадание по семантику. Семантик лоу. Пошел Лори. Хил просто в никуда от Йоши. Хил от Луки. Ульта от Луки, чтобы отзонить своих противников. От Джокера хорошее попадание. 2000 хп босс. Хил от Джокера по Луке. Босс не может себе никак игру найти. Джокер просто улетает и раскрывает карту справа. Левый лайн, кстати, забрали себе СК, да и правый тоже. СК, ну, могут спокойно Хамбл играть. Они сейчас вышли, отдали левый лайн Хамбл полностью, и на правом просто Барлик сидит, кайфует. Попадание по боссу. Босс, кстати, до сих пор без левела второго. Раскрытие снова от Джокера, чтобы не смогли поджать команда Хамбл своих противников. А Джокера гипер просто в никуда. Пытался он как-то попасть, но не попал ни по кому. Йоши, кстати, там сейчас Лори от Лари будет умирать. Да, минус Лори. Йоши держит правый лайн. Есть пул семантика, но он его пока что не юзает, потому что... Ребят, смотрите, прикол в том, что могут мега легко выиграть команда Хамбл, просто если семантик кого-то запулит. Вот серьезно. Просто если он подожмет и запулит кого-то. Вот сейчас! Пул! ГГ. Прекрасный пул от семантика, счет 2-3. Команде Хамбл просто сейчас нужно дефа отыграть и все. Да, 13 секунд остается, сейчас просто... Что босс делает? Босс еще вышел, набил себе второй левел наконец-то и отходит просто. ГГ. Луки, живи! Луки! Нет, он убивает Джокер семантика, это конец! Почему? Как так странно отдали свою игру команда Хамбл? Почему? А почему? Зачем? А как? Не, а как Хамбл свою игру отдали? Это фри игра была. Вы чё, парни? Как Джин так умер, но он же не должен был умирать. Ладно, проходит набрал лайн команды СК, все вместе. Босс бегает, мансит как-то по кустикам с помощью буста. Не может снова себе набить левел. Лоха бы семантик, отходит хилиться. Босс тут печально все у него, печально все максимального босса, очень ему тяжело стоять. Луки снова хилит свою команду. Ну, кстати, Джокер не раскрывает карту, видите, у него нет ульт. У Джокера в этой игре намного меньше ульта, он не раскрывает. Ну да, только я сказал об этом, он сразу дал, так сказать, попал и набил себе ультик. Луки сидит на правом лане, чисто чилит, ему тут, ну, ничего его не напрягает. Против Лари у него изи матча, по идее. Босс набил себе второй левел. У семантика пул есть, у семантика есть пул, он может пулить. Что делает Линайн? Он же ошибается! Линайн ошибается, просто выходит, получает по жопе счет 0-3. Синяя звезда у Луки. Нужно команде СК для победы убивать босса семантика или Луки и кого-то еще, потому что синяя звезда-то у команды Хамбл. И килла от босса только недостаточно.
has to back off. Very, very low to Luki's damage now as Lenar's trying to relieve the pressure for Yoshi across the map. Joker's down. Счет 0-5, это походу конец. Нафидели команда СК Вальта, и все, ничего не могут сделать. Лоха по Йоши. Пул в никуда от семантика. И это все. Если бы... Не дай бог, не дай бог, не дай бог, не дай бог. Вы видели? Один-один, друзья. We're back to 1-1. The Bali is doing so much here for Humble Trav. That is difficult to deal with Luki, rather. Young Rookie of the Year 2023. Начинается третья игра, решающая, которая решит победить в этом сете. Босс, кстати, лоу хп, а он не умрет, да? Он не умрет. Да, босс не умирает. Сидит на правом лайне босс. Просто чилит. Попадание по семантику, босс сидит просто, Йоши решил стоять своей командой. Ульта пошла от Луки, просто зонище. Не, ребят, это Габелла, нету раскрытия у Джокера, смотрите, это Габелла, походу. Луки просто пушит, на правый лайн выходит Джокер вместе с Йоши, но я не думаю, что у них что-то получится на правом лайне. Там же просто будет сидеть, если что, Если что, там просто будет сидеть Луки откидывать. Есть пул уже есть пул у семантика, об этом не знают команда СК. Злобный злодей, какой килл прекрасный от Линайна. Пул в никуда от семантика, просто какой-то мега позорный был пул. Мега позорный был пул. Он должен был тапнуть, он не тапнул и всрал пул. 2-1 счет, ребята. Нужно просто дать один килл команде Humble, но у семантика нету пула, поэтому я не знаю, как они собираются выигрывать. Но Луки, из хороших новостей, Луки просто доминирует правый лайн, выгоняет Йоши по фулу. Попадание по семантику, попадание по боссу. Есть ульта у Луки, Луки просто закидывает своего противника. Йоши с ультом. Нужно хилиться команде Humble и под пул играть. 15 now as Lenar tries to hold position, but it's going to be Boss coming forward. Hypercharge pot for Joker if he needs to escape. Lenar! Пул от семантика, но не хватит у него урона. У семантика не хватает урона. Нет, это ГГ 1-1. Ну какой мусор? Какой мусор? Ну какой мусор? Ну какой мусор? Какой... Почему? Почему? Почему он два раза не пулит на семантике? Я не понимаю, ну подойди. Я не понимаю, почему он не может просто подойти вплотную затапать, ну блин, ну. Он же фулл заруинил, нет? Я не понимаю, но они же... Ребята, вы же сами видели, что они спокойно могли выиграть. Как семантика... помните еще первые катки же семантик просто умер. Семантик реально просто умер. Ладно, 1-1 счет. Я не знаю, надеюсь. Lead, and at that point, Humble had to take risks to try and equalize. I mean, Humble so far have seemed like the team who weren't really letting nerves. Он же реально просто первую игру отдал. During that set. And on center stage in Brawl Ball, they've got to change things, change their ways if they're going to want to be able to move up against SK once more. As we head into Brawl Ball, it gets a bit more aggressive, and I feel like this favors both teams quite heavily. Ладно, они просто волнуются, забейте. Will Trav ever forgive Semantic for that overstep? No. Stick around to find out, I guess. All right. Heading into Brawl Ball here, we have a Gale banned by SK Game. Да, семантик мог первой катки уйти назад и все. Конец был бы. Макс от СК, офигеть. Ну, они хорошо играют. Они Макс хорошо играют.
occasionally. I don't love it as a first. Сколько мне стоит гиперзаряд? 5000, 5000, 5000, 5000, 5000. If they can add some tanks to it, they've banned out the Gale, they've banned out an Otis, which is a wild ban, I will say, in itself. So they might be gearing up to try and play some tanks. They're gonna play a tank, right? There's Otis, as we've recently seen, is just devastating. Фрэнк от Humble, нифига. Picking up the Frank. Now Daryl. Какой у тебя был макс актив? Daryl can interrupt Frank's super. 7000 было первый день. Первый день было 7000. Humble get the tank. Now what? They've really tipped their hands here though. Surge has been banned by Humble. They're trying to deal with any potential tank counters. That's why Clancy has also been wiped off. Clancy, Мовольт. Как называется Супер Кензи? Сашими из тунца. Сашими из тунца. Да, сашими из тунца. You know, as you said, the Daryl's still on the table to be able to counteract that Frank. The Primo as well through center stage works so well. And SK play it incredibly too. The Primo plays that they managed to pull off throughout this year have been, you know, next to none. But obviously, still 2 picks for them. I don't mind the Amber, obviously coming in, breaking up the bushes. That's the whole point of center stage. You have Ну что пикнут команда СК? Что они могут пикнуть? And with the Frank, one hypercharge and all of the walls and bushes go. And Amber obviously a little bit easier to get that done earlier on in the game. Калет. Снова Калет СК берут, снова Калет СК берут. Почему? Off what seems, or what it seemed they were going to be going. They are serial collect pickers when it comes to Brawl Ball here in the Kenji. Кенджи. Finish the lineup. Kenji is answered. Кенджи, Калет, Макс, ребят. Now, of course, we saw Colette from SK Gaming on a previous Brawl Ball round yesterday. Офигеть. It was fine. They had Colette and Gale as well. Срочно нужен кит? Да, кит нужен. Ребят, пусть они пикнут китеныша, пусть они пикнут китеныша. Нужен китеныш. Нужен китеныш. Давайте, плюс чат и Humble пикают китеныша. Ладно, Сэнди они пикнули, ладно. Ну ладно, почти китеныш. Почти китеныш, почти китеныш. Ну что, ребят, Сэнди, Амбер, Фрэнк против Макс, Кенджи, Калет. But I'm looking at SK's comp and I'm loving what I'm seeing. Absolutely. Humble do have a lot of map control, both through bush destruction and of course that Sandy super. 2 stuns. Начинается игра, друзья. Сразу же Линайн идет на левый лайн, стоять против Сэнди. Семантик может забивать. Нет, Семантик просто мяч выкидывает. Семантик просто на мужика. Но он не убьет, да, босс сейчас может умереть. Йоши просто даблкил на ровном месте от Йоши. Линайн проходит по левому лайну, Луки сейчас будет умирать. Да, Луки просто умирает. Семантик с ультом, но Линайн еще задоджит. Линайн задоджит. Не, хороший килл от Семантика. Пытался добить Йоши, но не получилось. Не получилось добить Йоши. Кстати, играет без дэмэдж гира Семантик. Есть ульта на Луке. Никуда ульта от Луки. Тут Линайн просто проходит сквозь огонь, воду и медные трубы. Есть ульта у Линайна, ульта в никуда. Семантик пытался его убить, но не получилось. Хороший стан от Семантик по Йоши, просто раскрывает карту Семантик, но я бы не сказал, что это для них хорошо. Даблкил от Семантика, это гол. Это гол с помощью прекрасной игры Семантика. Нет, это гол. 1-0. Пошел гипер от Макс, просто зарядил он 2 ульты своим тиммейтам. Ульта от Линайна по одному. Гипер от Йоши, убивают 2 игроков команды Humble SK, и это гол. И снова 3 ульты команды СК. Снова 3 ульты у команды СК. Стан от Семантика по Джокеру, минус Линайн, минус еще и Джокер, это походу гол, он забьет. ГГ, 1-0. 8. Ни хрена себе, 8000 онлайна, здорово. Нифига нас. Нас 8000 на Твиче и на Ютубе, здорово. 1-0, ребят. 1-0. Начинается вторая каточка в Бравл Боле.
Проходит семантик по прямой. Стягивает Йоши. Йоши умирает. Ульта по Линайну. Линайн тоже умирает. Остается один Джокер. И команда Хамбл тут просто забивать самый фришный гол в своей жизни. Семантик набивает тебе еще гипер. У Семантика гипер плюс ульта. Он мега легко может перевернуть исход этого боя. Есть у Линайна свой щиточек. Пошел гипер от Семантика. Он просто по прямой пушит. Бьет Линайна. Линайн умирает просто в ноль. Йоши ультует, но по нему стан от Семантика. И это ГГ, это ГГ, это ГГ, это может быть ГГ. У Семантика есть ульт, он может просто пройти забить. Что он творит? 2-0. Сумасшедший, просто неадекватный. Просто неадекватный. Просто неадекватный. Просто неадекватный. Просто неадекватная отыгровка. Просто неадекватная отыгровка. Просто неадекватная игровка от Семантика. Походу, ребят, походу нам Семантик хочет залутать. Семантик хочет дать нам гиперзаряд халявный, офигеть. Дитька, откуда вы воины? Откуда вы воины? Вы пришли вы пришли гиперзаряд залутать или что? Откуда вы воины? Капец, чат, я даже не успеваю, я успеваю только прочитывать какие-то эти отрывки сообщений. Ну, Семантик, ребят, согласитесь, плюс чат, если Семантик слишком жестко в этой катке отыграл. Ну, слишком жестко отыграл. Слишком жестко Семантик в этой игре отыграл, он просто соло протащил, я не знаю. 10 киллов у человека, 480 дэмэджа на френке, если что. Просто неадекватный. Ты за кого? Ребятки, я поставил на Хамбл. За Фрэнка свечку ставлю. Ну да. Трав говорит, что он думает, что проблема заключалась в, так сказать, в Кенджи. Я забрал гипер, поздравляю. Рекорд по онлайну, конечно, у меня такого не было никогда. Ну хотя, кто победил в мировом финале 2021 года? Смотрите, ребят, в 2021 году победила Zeta Division. Zeta Division. Zeta Division. К поздравляю. Поздравляю. Ребят, прожмите лайк, подпишитесь на канал. Если вы хипер благодаря мне залутали, подпишитесь, пожалуйста, на канал, если вам не тяжело. И поставьте лайк, если вы залутали гипер благодаря мне. Реально, всем огромное спасибо, кто со мной смотрит чемпионат, ребят. Ради вас эти сумасшедшие 3 дня, стримы по 6 часов, просто ради вас. Спасибо огромное, что вы со мной. Огромное вам спасибо, ребят. Амбер, кстати, Амбер с команды Humble. То есть теперь сегодня персонаж Брал Старс состоит пара... Ну я не знаю, ну какая Урса, да, и Урса из Доты. Кто? Правильный ответ. Грим. Выбирайте. Грим выбирайте. Выбирайте грим, ребят. Выбирайте грим. Грим. Выбирайте грим. Почему я с собой жертвую, чтобы вы правильный ответ выбрали? Что это? Почему я с собой жертвую, чтобы вы правильный ответ выбрали? Что? Ну... Урса. Я думал, как из Доты пришла подруга. Ребят, Humble просто в шаге от победы. Просто в шаге от победы. 1 сет остается команде Humble, чтобы просто закрыть этот гештальт и отправить команду СК отдыхать домой.
Лола от команды СК. Damage, and she basically operates within her optimal range on Ring of Fire. Can also play a off angle. Банна, ребят, Мошка, Криминал, Газ, потому что Газ имба и Стун. Также банна от команды СК, Клэнси, Стубель. Будешь стать донаты после чем? Конечно, конечно. Клэнси пожизненного баня, перс слишком бовый. Перс слишком бовый. Сёрдж от СК, ребят. Сёрдж, они решили пикнуть Сёрдж. Кенджи и Лола. 9, вы че, сумасшедшие? Че, реально скоро 10к почти? Офигеть, ну сейчас молимся, молимся. Но на таком матче, конечно, на таком матче... Берри от Луки, ребят, офигеть. Это 3-1, походу, друзья, это 3-1. Это 3-1, ребят. Это 3-1. Это 3-1, по-моему. 9700. Да блин, ну пожалуйста, да пожалуйста. Начинается игра, ребят, решающая игра. Фристайла пикнули команда Humble, да. Хилятся просто по фулу. Берри, кстати, золотой. Как же много хила от Берри. Как же много хила от Берри, посмотрите просто. Как же много хила от Берри. Еще хил от Берри, еще хил. Просто сидят в миде команда Humble. Просто в миде сидят команда Humble, посмотрите. Лоу хп Ли9, 0.45 просто. Йоши первый левел, если что, до сих пор. Умирает Ли9, умирает Джокер. Ребят, WhatsApp 0.075, вы рофлите? They look lost. Lane coming through the mid once more. Eventually gets his super and gets some good damage in. But how much can he take himself? Not enough this time. Yoshi going to be looking for the shots back. Semantic still survives and might be able to 1v1 Joker out of the mech. 4% is all that's required. 7.98. 9.100. 9.100. Просто 9.100, ребят. Ребят, самый решающий момент сейчас остается одна катка команде Humble, чтобы выкинуть СК из турнира. Снова хил от Луки, Ли9 проходит, начинает резать своих противников, попадает только по одному и умирает. Йоши первого левела. Но сейчас все лучше, сейчас все получше у команды СК, но все равно Йоши не может нафидить себе левел. Очень много хила от Беррисона. Килл от Ли9! Ульта по двоим! Maybe baby. Еще ульта от Ли9! Еще ульта от Ли9, минус. Умирает. Босс. Хил от Луки снова, просто дофигища хила. Super used, and that should provide Semantic with enough HP to stay in this mid and get some more percentage. Lane once more flanking around the right hand side, but found Joker, Yoshi. Йоши умирает снова, 10.52, ребят. Луки просто по попытке захилить своих тиммейтов умирает, но умирает также Ли9, и Джокер тоже умирает, и выглядит как без... Это конец. Похоже на конец игры, друзья. Потому что очень много хила у команды Humble, и СК просто не хватает. Ульта есть у Луки, ульта есть у Луки. Еще ульта от Луки. Минус Йоши. Джокер тоже умирает. Ли9 пытается нарезать своих противников. Это ГГ. ГГ. 3-1. У нас, ребят, Humble топ-2 этого турнира уже. Humble уже топ-2 этого турнира. СК покидает турнир. СК просто были в ноль. В ноль уничтожены. Это просто full destroy.
СК снова забирают 3-4 место. СК Гейминг топ-3, 4 турнира. Жалко, честно, если честно, жалко СК, ребят. Жалко СК. It didn't seem like SK today. It really didn't. The team we've been seeing over the last 2 days did not show up on day 3. And Humble, they recognize that. They beat them down time and time again. And especially over the last couple of sets, it's been all Humble. Посмотрите на дамаг Джокера, 756, но просто не хватает. But too much heals from Luki. What more is Joker supposed to do? 756 DPS. One of the most egregious scorelines I've ever seen. Основного МП, Дуки, папочка, братка. In the sleeve, and Ace beats Joker, by the way. Nothing they could do against this berry healing. That actually might be the most DPS I've ever seen in competitive Brawl Stars. That is crazy from Joker. Дуки соло делал. But the berry heals just prove too much for SK to deal with. And Humble, staying as consistent as ever and making it to the grand finals once more. They've done it time and time and time again through 2024, but fallen at the last hurdle more times than not. Honestly, it's a rarity to see a team that has such a great performance over the season. 2000, спасибо за прогноз, да нет за что. Мне обидно, мне очень обидно за СК. Мне очень обидно за СК. Очень обидно за СК. I mean, after that frank performance, I don't think anybody can Конкурс. really disagree with what this is. Ребят, прямо сейчас в моем телеграм-канале проходит конкурс. Проходит конкурс на имбовые скины чемпионата мира. Their finals performance, and let's not forget the drafts have been wild, but they've worked. Yeah, always these last Прямо сейчас. coming out from Humble have made the difference. Поэтому залетайте. Вот будка alekzz, вы и так все это знаете. Если вы хотите меня отблагодарить, плюс поучаствовать в конкурсе, просто нужно подписаться на будку alekzz и все, и вы залутаете один из этих 3 прекраснейших скинов. Поэтому, если хотите, залетайте в будку alekzz, мы вас ждем. Конкурс прямо сейчас проходит. Просто подписаться на этот канал, все. А что за... А что за вопросы? Вы видите этот опрос, ребят? Вы видите этот опрос? Вот это выбирайте, выбирайте вот этот. Просто выбирайте первое, я первый выбрал. Я не вижу, что там за опрос, но выбирайте первое, у меня не... The 2024 Brawl Stars World Finals are brought to you by ESL, Monster Energy, and DHL. Там вопрос, какого класса Лилия, почему у меня вот так написано, ребят? Почему у меня... Сейчас будет Totem против... Ох, Totem против... А что у меня с опросами? А что у меня с опросами? А что у меня с опросами? А что с опросами? Почему я выбираю первый, и он правильный каждый раз? Какой бред, боже. Привет, Алекс, привет. Здорово. Так, друзья, я отойду в туалет. Шерну секунду. Шернусь. But they don't know how much we sacrifice to keep it that way. Some things never change. Well, maybe they do.
Welcome back to Super Sunday, live from Helsinki, Finland, where our first grand final spot has just been secured by Humble. And they will have to patiently wait to find out who their opponent is going to be. So let's find out who that's going to be, shall we? Our next opponent to step out onto the main stage with an outstanding first 2 days of competition here. It is Maru, Maori, and alekzz. They are Reply Totem! Ребят, я надеюсь, вы рады, что мы с вами вместе смотрим. Я надеюсь, вы рады. Сколько мира финала выиграл Инсайд? 2, ребят, 2. Я надеюсь, вы рады, что мы с вами вместе смотрим чемпионат мира. Я надеюсь, вы рады, что я вам прогнозы дал. Ну, вы все их знаете, Мару, Маори, алekzz, легенды. alekzz, this is his, what, 18th, 17th, 19th? It's tough to keep up with at this point because this guy has qualified for every single world final in Brawl Stars esports history, and he's back to try and take gold. He's in rare air, but на кого ставить? На the Totem? entire enemy side. Some of the best in the entire На Totem side. Mechanical gods, if you will. These guys have several brawlers that are on the Mount Rushmore. Crazy Raccoon, #1 in APAC, and these fellas, Tensai, На Totem, пупсы, на Totem. have been afloat in this APAC region for several years in a row now. Tensai, Команда Crazy Raccoons. third world championship. That is an unbelievable stat line. Cite Tampo, such a skilled player, widely regarded as one of the best, maybe even the best across the entire globe. He's got a World Finals championship under his belt, as well as a runner-up in 2022. The last time that we saw Crazy Raccoon, these players truly dominate the world stage. Zatapo as well. Interesting thing about him, that Melody pick, he said it was his favorite. Honestly, that's been one of the standouts this entire tournament. And fun fact, if we get all the way to a map 5, bridge too far, he could be dominating with that brawler once again. The mechanics are just unbelievable out of this guy. Ребята, вы готовы к матчу? Вы готовы к матчу? When they played Elevate, I've never seen them celebrate. Вы готовы к матчу? They show emotions. They're happy. А вы хотите... Ребята, вы можете... А почему все? Почему все на Crazy Raccoons, только я поставил на Totem? Вы рофлите? Почему все на Crazy Raccoons поставили? А почему все на Crazy Raccoons поставили, а я на Totem? Вы чё, фрики? Только я поставил на Totem. Ладно. Ребята, вы обещаете, если Totem выиграют? Давайте так, если Totem выиграют, вы сделаете эдит со мной. Там, где я типа такой жесткий один на Totem поставил, они выиграли. Last year they took an early exit. I call it early. It was a semifinals. Да, понял. An early exit here. Они не выиграют? Посмотрим, Посмотрим, мальчик, посмотрим. Мне говорили, что я идиот, поставил на Humble, а не на СК, и что Humble не выиграют никак. В итоге Humble закрыли 3-1, даже 3-0. Напоминаю, Humble закрыли 3-0 почти. Humble 3-0 бы закрыли, если бы не ошибка семантика, ребят. 3-0. Кубратка, здорово, родной, здорово, здорово. Totem has a home field advantage, though. They have the whole crowd rooting for them by the sounds of things. So many supporters out there, but you guys at home, in droves, are voting for Crazy Raccoon. 68%
Как кот поживает? Нормально все у него, брат. Мой Гоку пикает Макс сразу, ребят, для Тинцая. Сразу Макс для Тинцая. And individual power. These guys do not let the meta dictate their strategy. Mechanics are what they rely on, and they are here to beat every single team on this turf their own way. We'll see how Reply Totem Gale, Totem. Go for some anti-max sort of stuff. Gale is going to be able to slow things down, also push back some tanky brawlers, anything that wants to get up in their faces, and Frank, the big man, now ready to throw down the hammer on the field. But Crazy Raccoon do have some tools in their toolkit for taking this kind of stuff down. I'm thinking collect Frank is a Gale, possibility okay. for Crazy Raccoon. They're going to have to scout out some of these bushes as well. Now Max is... Ребята, вы не хотите своим родственникам скинуть стрим, чтобы они зашли, и мы 10 тысяч добили онлайна? Прикиньте, 10 тысяч онлайна набрал старте, ну это ж капец на Твиче. Не у официального кастера, а просто от кастера из народа. Нет, ну почему нет? Ну почему нет? Ну почему? Что значит нет? Что значит нет? Почему мне помочь? Почему так всегда? Почему я вам помогаю, а вы мне нет? Почему так всегда? Я вам даю лучшие прогнозы. Я вам лучшие прогнозы даю. Сижу, помогаю вам опросы проходить. Зачем вы нет пишете? Зачем вы нет пишете? Каждый раз помогаешь, а тебе не могут помочь. Каждый раз. Over here. We'll see El Primo as a response to Frank. We saw from Crazy Prima, ребят, Prima. In the months leading up here to the World Finals that they don't really like to play the meta. They like to play the brawlers that they are good at. Я позвал дедушку на твой стрим. Ты тогда не матерись, так я ни разу, если что, не матернулся за стрим. За вот эти последние два стрима, вчера стрим был 6 часов, я ни разу не матернулся. Позавчера 6 часов я ни разу не матернулся, и сейчас тоже. Я не матерюсь. I think it should be pretty good into this El Primo. Should be able to isolate El Primo also from that Frank, since it's really one of the main things that should be able to shut him down in close range. I think Cordelius is a great one at a professional level. It's going to be a fantastic option into the El Primo, and obviously having that super can remove any Начинается игра, ребят, погнали. Начинается игра, Тинцай на Макс, как всегда. Мару в миде на Геле, Корделиус на правом лайне, Корделиус против колец, кстати. Какой килл от alekzz! И Маури просто проходит! Маури просто проходит! Это гол, 1-0! Хорошее начало! Сумасшедшее начало Totem! alekzz просто соло сделал! Убил одного, забрал второго! Сумасшедший! Просто сумасшедший! Просто монстр! Прыжок от моя Гоку, лоу хп Маури. Какой гол от Тампа, офигеть! 1-1. Есть гипер у Маури. Пошла скорость от Тинца, есть ульта. Какая ульта от alekzz? Какая ульта от alekzz? Просто он убирает с поля боя моя Гоку. Моя Гоку, кстати, с ультой сейчас будет подарок для Мару. Мару хотел в крысу Мару, но в итоге умирает Титамп, умирает моя Гоку. Забирает alekzz! Тинцая! Убивает его почти! Есть ульта у Титампа, пошла скорость. Какой стан в никуда из-за Мару гаджетом, стан никуда! Просто Мару гаджетом заруинил фул. Мару фул заруинил гаджетом. Есть у Каоса гипер, умирает Маури. Есть гипер и ульта у Каоса. Есть ульта также у Мару. Если бы не гаджет от Мару, забил бы Маури. Он бы застанил колет и забил бы. Есть 3 ульты у команды Totem, плюс гипер есть у alekzz. Хороший гиперный ульт от alekzz. Убивает он Титампа. Мару проходит по правому лайну, и это гол. Гага, 1-0. This is a big confidence boost. Reply Totem, definitely the 1-0. Not only has the core of Reply Totem lost this matchup several years in a row, this one's fresh for alekzz. He lost to this team 3-0 last year in the group stage. He was embarrassed by them. Снова по миду бегает команда Crazy Raccoons. Каос проходит по левому лайну. Я думаю, не получится у него в этот раз так легко
Ульта в никуда от Сититампа и хороший килл от Мару. Плюс alekzz забирает Shadow Realm. Что делает Тинсай? Что Тинсай делает? Хороший, кстати, прекрасный килл от Тинсая. Тинсай пытался забить, но у него ничего не получилось. Сейчас alekzz просто будет снова забирать в Realm Мэагоку. Нет, не забирает он, но... Какой же килл от alekzz? Забирает он еще Тинсай один, Тинсай один. Тинсай один на карте, но не знает об этом Маури почему-то. И Мару об этом не знают. Они не идут забивать. Они просто занимают фулл контроль по карте. Маури сидит с ультой. Ждет своего момента. Злодей Фрэнк сидит просто и выжидает свою жертву. Мэагоку прыгает в Маури, начинает его избивать. Мэагоку лоу хп. Есть ульта у alekzz. У alekzz есть гипер, есть ульта. Нашинковывает он Сититампа. Сититампа в помойку. У Тинсая гипер. alekzz просто бегает по правому лайну. Нет у него ульты. Он не может забить. Просто скидывает мяч вправо и ждет. У Тинсая гипер. Выходит Мару. Начинает его бить. Тинсай лоу хп. По правому лайну проходит Маури. У Маури есть гаджет. У Маури все есть для победы. Сититампа с ультом. У Сититампа, кстати, щит. Хороший стан от Мару по Сититампа. Сититампа лоу хп. Но быстро он очень выхиливается об Мару. Лоу хп Тинсай. Тинсай умирает. Сититампа один на карте. Дефает ворота Сититампа. Гол. 1 минута остается. 1 минута, alekzz, чтобы выиграть эту игру. Есть гипер у Сититампа, есть гипер Тинсая. Дабл гипер сейчас будет заюзать команда alekzz. Пошла ульта от Мэагоку. Ульта от Сититампа. Лоу хп Маури. Маури будет умирать. Забирает alekzz, ударил Мэагоку. Мэагоку сразу же умирает. Умирает также Сититампа. alekzz даблкил. Как же он трахает. Боже. У Тинсая есть ульта. Есть гипер у Мару. Он может задефаться мега легко. Фри игра. Totem, давайте долбите. Тинсая есть ульта. Пошла скорость по команде alekzz. Гипер центральный к Мару. -1. Лука по Сититампа. Мэагоку в стане стоит, умирает. Еще гипер от alekzz. Будет умирать Сититампа. Это тим вайп полностью уничтожает просто команду alekzz. Totem. Есть ульта у Мауру. Дефает он фулл ворота. Мэагоку прыгает в надежде забить гол, но ничего не получается. Он умирает. 0-1 счет. Все, это походу конец. 0-1. Первый сет в тильте alekzz. Тинсай на макс не протащил. Это просто конец. Есть гипер у Маури. Он дефает ворота. Это 0-1. Это 0-1. 0-1. Все, сыночек, уходи. Макс твой не помог. Макс не помог. Макс не помог. Не было мата, конечно мата не было, потому что они матерились специально на трансляции. Ну и Totem, согласитесь, ребят, alekzz, да, они все очень много сделали. Они все очень много сделали. Мат был, 0 матов, 0 матов. Я не знаю, чем вы это пишете, если мата не было. Ух. Only team that could take down Crazy Raccoon at the 2023 World Finals were the ones who won it all. Сколько месячных канала выиграли Space Station в 2024 году? 2, по-моему. 2. 3 выбирайте. Понял. Max doesn't have a chance. Colette is normally going to be better into those high HP brawlers. That's why they brought it in. It was for the Frank on the other side. But if Chaos is doing his job, especially as well as he was, there was no shot Totem were going to drop that set. Frank is a brawler that очень много команды сделали. Totem просто сумасшедшая игровка. Моя бабушка в шоке от игры alekzz, понял. Once that counter is gone, Frank gets to go on an absolute tear. But alekzz is still getting good moments outside from simply negating the effects of the Frank counter. He's still picking up kills. 12 kills in that last set. This is a really, really solid one for him, and I think he has to be instrumental in this. You know how much it means to him. He's had a fantastic career, a great showing at lands. I mean, you read it off earlier. I mean, nearly 20 lands, and maybe he's got that. Ну, посмотрим, что будет в втором сете. Первый сет просто сумасшедший. He's been at World Finals for years. He's never made the big leap, and on the other side has been a team that's ended him before. We turn our heads now to last stop and Jim grab as a game mode. This one's an interesting one compared to some other ones out there, though. It's a wide open mid, a skinny narrow left, a skinny narrow right hand lane, so you get some tanks sometimes. Карта, кстати, прикольная, посмотрим. And this weekend, a lot of Tara. This is a map where I think we can expect to see Crazy Raccoon thrive. This is the meta. This is the game that they play. They play for control. They play for synergy. You have a mid wide open mid to
Ну я не знаю, настолько жесткий, настолько скилловая игра была первая, и просто капец. У моей беременной жены отошли воды после твоих комментариев, понял. Тара открыть ракурс, нифига себе, это моя гоку на таре. Ребят, поддерживайте свою любимую команду в чате, еще не забывайте подписываться на канал, конечно же. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Ну, я надеюсь, вы благодарны за мои прогнозы, за мои комментарии, я надеюсь, ну... Я просто рад, что мы с вами вместе сейчас сидим, смотрим. Мне вообще с кайфом, слишком с кайфом. Поэтому, если поддержать, просто подписывайтесь на канал. Так, Лола, Тара. Ну, в принципе, кстати, довольно пока изи матчап. Баны от команды Crazy Raccoons, Мо, Кенджи, Ларри. Ой, Ларри, говорю, Кленси. Мо, Кенджи, Кленси, Totem, Сквик, Макс, Амбер. Победа над какой командой позволила Фат и Спортс пройти мировой финал. BSC Gaming. Toxic Lotus. Я идиот. Я думал, они спрашивают про этот. Я думал, они спрашивают про ежемесячные отборы. Toxic Lotus выбирайте. Я думал, они спрашивают про ежемесячные отборы, а они про LCQ спрашивают. Я думал, они про ежемесячные отборы спрашивают и назвал команду, которая... Забейте. Toxic Lotus выбирайте просто, и все. Спасибо, да не за что. It's a really powerful tool and something that pros have really loved this weekend. In fact, he's the #1 picked brawler walking into today. The issue for me is he's only won a third of his sets. That is a big concern. Byron, now the selection. Byron, кстати, от Crazy Raccoons. Интересно, как День на нем отыграет. Интересно. And into this Gus, I honestly think that the Byron is more likely to succeed. Into reply Totem as well with these aggressive brawlers. Пенни, Вольт, Газ против Байрон, Тара, Лола. Ну посмотрим, чем начинается этот драфт. Погнали. Начинается второй сет, друзья, этого сумасшедшего просто матча. Тинцай хочет пройти в программу онлайн, там Айкаус на Пенни, плюс Мару под гаджетом просто забегает по прямой. А Мару что, закрысит? Мару закрысит? Мару закрысит, что ли? Сидитампа, кстати, лоу хп уже. Мару просто вышел на мужика, разбил лицо Тинсаю. Айкаус лоу хп, хорошее попадание, кстати, от Майогоку. Мару умирает, но почти нафил себе второй левел. Тинсай, кстати, с ультом на правом лайне. Тинсай с ультом, это очень жестко. И Майогоку мид стоит. Хороший клон в мид от Кауса. Попадание от Майогоку просто сумасшедшее по двоим. Тинсай пушит, есть ульта у Тинсая, минус Каус, лоу хп Маури. Есть ульта у Мару. Не, байтит на Тинсая. Тяжело очень выйти команде Totem. Умирает снова Айкаус, просто ничего не может сделать на левом лайне. Мару третий левел. Попадание от Майогоку по Мару. Лоха по Мару. У Маури щит есть. Пошел щит по Мару. Пушит Мару. Пушит сейчас Мару. Хил от Майогоку по Сидитампа. Пул хороший от Тинсай. Тинсай умирает. Нужно емы собирать в команде Totem. Попадание шедевральное просто от Майогоку. 9-4 счет. Хороший килл от Маури! Гипер от Тинсая. Ну да, с помощью этого гипера они сейчас соберут ем последний. Он еще и запулил, офигеть, он еще и запулил. Но они могут камбэкнуть, Мару нужно захилиться, и они выбьют емы. Лоу хп Майогоку уже. Прыжок от Мару, не, это конец. 1-0. Нужно менять что-то команде. Нужно менять что-то Тотемом. Comfort brawlers out here for Crazy Raccoon. These are the brawlers that they seriously succeed on, and they've been permitted to play it this way. This is the Apex style.
Первую игру забрали Crazy Raccoons, кстати, довольно легко. Идет налево alekzz, просит там по сразу. Вольт выходит снова почему-то. Ну что он делает на вольте? Что он делает на вольте? Он просто выходит, фулл ловит выстрел от Тинцая. Умирает Маури. Просто в ноль перебил мид Майагоку. But note also on the left side, Totem is replicating his success of the last game. And reply Totem, without any other options, are going to place Maru over here on the left. Прекрасно играет Totem. Пула Тинцая, лоу хп, кстати, Тинцай. Еще 4-2 по гемам. All the way on the back heels, and Maru still on this tier 1. He had to pop a gadget just to get a little bit speed. Попадание по Мару. Мару просто потерянный, Мару просто нет в игре. Хороший килл от alekzz, но собирает гемы Totem. 9-0, 10-0. Просто ничего не сделал за игру Мару, ничего не сделал за игру на вольте. Я не знаю, зачем они ему вольта дали туда. 0 импакта за всю игру. Просто выходит, фидит Тари и все. Окей, ГГ. 1-1. Crazy Raccoon feeling themselves a little bit here too. In the past, not the most animated franchise. These players keep it calm, cool, and collected. But something's different with these guys this year. I think they've truly been challenged. They've had some insanely close. Просто на вольте, ну, я не знаю, он выходит, он на правый лайн выходит, Фиди ловит в лицо чертиков Тары, и все, на этом конец игры. Ну. Ну, справедливости ради, и Totem и Майагоку слишком хорошо отыграли в этой катке. But provided the opportunity to stick to what they know, they are going to take it and they are going to dominate. This is a wildly biased stat line over here for Crazy Raccoon, picking up all the kills. Челик спамит Нави, но бывает, что поделать. My attention there on the left side, where not a single person was allowed through, even causing an unoptimal lane swap. Реплай Totem должны были поставить, да, вольта против Лолы и Пенни против Тары. От какой команды был Люминосити прийти в мировой финал? Не знаю, не помню. Tribe Gaming, что ли? А, BSC Gaming, BSC Gaming, BSC Gaming, BSC Gaming. BSC Gaming. A Crazy Raccoon kind of map. You never know, but in scrims and such, I feel like that's probably something that resides a little more with their play style. But now we turn our attention. Bells, Rock, and Knockout Bells, Rock, is knockout. Where we head next. This is a very mechanical mode. This is a very punishing mode. You get one life every Бан Грей, Джин, Брок, Тик, Мо, Кенджи. Спраут от Totem, ФП. But a first overall pick of Sprout, this raises an eyebrow for sure. I saw you raise one. Yeah, I mean, maybe even both eyebrows too, because it's just that surprising. Now, we did actually see some success on this brawler quite early on. In the group stage, we saw Semantic dominate game number 1 of a match with this brawler, especially at mid. I think it also secures them a Rico if they really, really want it. RT is a safe selection. But I'm looking at this mid Sprout player. RT. We also see that Gene ban that keeps this one extra safe for Reply Totem. There's still ways to deal with it though. You can go a higher DPS thrower. Ну я вам скажу так. If you want to, and Crazy Raccoon do have the potential. Очень тяжело было ребятам выиграть. Но нужно было идти на этот. Нужно было идти Пенни на Тару и все. Вольт выходил, ловил в лицо гаджеты. Газ, Арти. 2 побед? Нет, до 3 побед. До 3 побед на карте. Б5. Мару, главное, чтобы не потерялся. Кто выиграл мартовский финал 2024 года? Какой мартовский финал? Я не знаю, что за такой вопрос. А можно уточнить, кто? Люминосити, Люминосити. Люминосити выбирайте. Они даже не уточняют, какой регион не пишут. Ну, я должен был догадаться, что это она, конечно, но все равно.
should be able to shut down anything too tanky by landing a mark. I also see potential for the bounce shot to get some value out here, even into an enemy sharpshooter, something like Piper, for instance. Rico. This is what Sprout was for. Sprout is so good into Rico, and this is alekz's comfort zone. We saw just what he was capable of on this brawler just yesterday. He's comfortable with it. It's been super successful. 73% win rate this weekend so far. Disgusting. At a professional level, that is an unbelievable amount, especially considered he's being played 11 times so far. Белли, Рико, Спраут и Барли от Crazy Raccoons. But at some point, do you not just ban the guy? Do you not just throw him out? This is a good response into that, though. I like the Barley pick in particular to Bell and Rico. Traditionally, throwers do really well into sharpshooters and Rico since he can't get around those walls so easily. I think Crazy Raccoon's approach here is going to be, hey, let's spam all of the Barley gadgets right off the beginning. We're going to secure mid, and that is how we're going to get control. It's going to have to work. It's going to be real. Зрение нормально все, погнали, ребят. Третий сет. Not quite an out DPS. Начинается катка. Я думаю, кстати, сейчас сможет Спраут, когда пропушит своих противников. Тинцай на Барлике, Тампа на Гасе. From a grand finals here in 2024. On the other end, Crazy Raccoon are just trying to take care of business. They know how formidable of a foe they have on the other end. After all, this is their 4th year in a row. Хорошее попадание по сети Тампа от Маури. Кстати, Маури на Спрауте, смотрите, офигеть. Прекрасное попадание от Маури, может он перекрывать карту. Но там очень жестко Майгоку перебивает Мару. Хорошее перекрытие от Маури. It's still a bit of a mystery as to what exactly is going to happen once his poison closes everyone in. But by the looks of things, with Moya hitting all these shots, снова перекрытие есть у Мару. Да, Маури перекрывает хорошо карту. Хаос с ультом. Нормальный ульт Хаос. Умирает с Тампа, хил от Хаоса. Нет, это конец. Майгоку лоу хп умер. 400 хп у Майгоку осталось. 400 хп. 400 хп игру выиграли. Есть гипер у Маури. Есть также перекрытие. Тинцай умрет. Нет, Тинцай не умирает. Я думал, кстати, он умрет, но почему-то его Рика не наказал. Пошел гипер от Мару. Пушил он свой лайн максимально. Какая ульта! Какая ульта от Айкаоса? Почти получилось у него убить Тинцая почти. Маури там разошелся просто. Есть щит у Тампа. Хорошо, он очень отдефался. Тинцай, кстати, просто на яйцах пушит максимально. Максимально жестко Тинцай запушил. Сейчас нужно будет Хаосу выходить, потому что яд поджимает. Хил снова пошел от Тинцая. На Хаоса есть гипер, нужно его юзать, или это конец. Просто гипер Барлея в ноль унизил всех. Просто гипер Барлея в ноль унизил всех. What a challenging moment for alekzz. In the last moments of that round, he had a hypercharge as Rico, and it all sort of went off into the ether, didn't impact anyone. And that's due to Crazy Raccoon's positioning. They stayed on these lanes, they did not enter mid. Reply Totem. Тяжело команде Totem играть. Reply Totem. Off to the races once again. They've actually backed Crazy Raccoon all the way into mid. An early pickup for Totem. Умирает Тинцай сразу же, кстати. Хороший килл. Reply Totem have to capitalize now. On a 3v2 at a professional level, it's a must-win situation. You're already down a game, and now you're up in brawler count here too. Shitampo low HP, and he gets tagged up again. Full defensive stance for CR. I wouldn't be surprised if they play for the fog. Shitampo just wants his super. Moya. Набивает себе ульта команда Totem. Я не думаю, что Crazy Raccoon смогут это выиграть как-то. Да, просто умирает здесь Тампа, есть ульта у Хаоса. Сейчас они разобьют лицо еще и Майгоку. Да, минус Майгоку.
Reply Totem are up by 1 round. Есть ульт у Маори, может он перекрыть. Может он перекрыть. Изи может перекрыть нормально. И это победа. Перекрытие хорошее от Маори. Кстати, Хаос может ультануть. Хаос ульт, Хаос, брат, Хаос ульта! Ужасный ульта от Хаоса. Я думал, он просто двоих убьет. Что-то Айкаус уже не вылет настолько опасно на рикошете, как против Райвел. Умирает Айкаус, просто прекрасный килл от Тампа. Дабл килл от Тампа. 1-1. Dangerous though. Maru can mark the RT. 1-1. Снова перекрытие от Маури. Хорошее перекрытие. Пошел гипер от Мару. Метка на сети Тампа. Мару не попадает. Вообще не попадает Мару. Мару вообще не попадает. Мару вообще ничего не попал. Не знаю. Есть гипер на Маури. Есть перекрытие также на Маури. Хаоса могут запинчить в миде. Попадание уже. Фидит очень много Маури на левом лайне Тинсаю. Перекрытие мида от Маури. С левого лайна просто фулл пушит Барли, не дает играть. Гипер есть у Маури, нужно его, я думаю, нажимать уже. Айкаус выходит на левый лайн. Моего отделили от команды, моего отделили от команды. Это шанс, это шанс, это шанс, это шанс. Нет, остается один Маури против двоих, это 2-1 по сетам. Ну как? Ну я не верю, ну как? Почему он перекрыл арти, его не смогли зафокусить? Ну, не показало. Мару вообще ничего не попадал. Ничего не попадал Мару. Зачем Белли вообще это забрать? Я не знаю. They simply dodge the shots and they stay in position. We saw a moment ago Tampo actually get a super to take advantage of alekz's positioning. Once he was marked up by RT, that is when he pounced. He knew to pop the super on himself for the bonus damage and secure the kill. Check this out. 5 kills apiece for Tensai and Tampo. Moya many times actually kept at range on his lane, backed up by Maru on this belt. Okay. One mistake in round number 1 of game 2. These guys dominated. I mean, 5-5-2. It wasn't even close in the kill count. In such a mechanical Не видели mode, название I карты kind of слова Белли, expect взяли, Zilla to понял. be ahead in that one. Тяжело. We got plenty of game left. I mean, I'm impressed with Totem. That wasn't their best showing, but again, if they can channel that energy that they had in set number 1, and they're certainly going to have to get their fan base up and going again. Here we go, dueling Beatles, hot zone, where we head next. All about control over here. But in many cases, you can just run it down. Because the финал уже нет, это не финал. Игра ждет, кто раньше играл. Здесь Канлана почти, да я знаю, мы не можем добить. Сколько вместе финала выиграли Зета и Южин в 2024 году? А, Зета? 2, наверное. Или 1. 2, ребят, 2. They have this first pick over here. Can be thinking of a mid selection as well. Reply Totem with their last pick are going to be considering something similar. Byron is a first selection out here from Crazy Raccoon that's going to enable an aggressive lane and can also Byron Маоко для Crazy Raccoon. Ходзона, я думал, Ходзону заберут. Let's try and read the story of what these bands are telling us, right? I see Lou band, I see Surge band, I see Gale band, and they picked a comfort brawler and one that aids tank. They want to get aggressive, right? They get rid of 2 of these 3 best tank counters, and it's something that's one of the best at supporting those tanks. I feel like they're maybe looking for the Frank, the Daryl, whatever it is. It's stolen by the other end, but keep your eyes out. I think Первое. though, it just got a whole lot more interesting. Первое. Now Totem can Второе, как это? with better Frank matchups.
Well, Totem have shown us that they can run this frank. Как это второе, если они первое заняли? Второе. Правильно, это второе. Is open here if they want to use it. Can be used also into the thrower selection by Crazy Raccoon. And I honestly think that a high DPS. Пионер с первое место же заняли в своем регионе, вообще здорово. Something like a dynamite, but it would be quite uncharacteristic from Crazy Raccoon. That brawler is almost never picked in APAC. Okay, this is unusual. So Reply Totem are going to be going for Jesse. Now, this one's unusual because since Crazy Raccoon have a Первое это Space Station, как может быть? А, Elevate первое заняли, они в конце финала выиграли, точнее. I think Reply Totem are basically begging CR to go for a thrower here. It's really interesting. I think that Jesse has kind of slowly faded away, right? We haven't seen a lot of режиме интересно наблюдать. Любой выбирайте. Definitely not a popular choice. It is a hypercharge. Scrappy the turret puts a little pressure, especially on those indestructible walls. It's a lot to handle. Colette, just an intuitive answer, right? It just makes sense. You see the big man Frank, you go for what is probably left of the best tank counters in the game. Now I really want to know what CR are doing with this final selection, though. Byron's a perfectly fine brawler. If you don't go aggressive, I think it's okay. I mean, it's not like it's going to be a disaster of a comp. He's a pretty good brawler inherently, but I just feel like he's at his best when you pair him with something that's really high HP. Мелоди открыть драконс, нифига себе. Конечно. It's a very good brawler in those fellas' hands. They do like to use this melody as an aggro. Сиди там по нам, Мелоди. In most regions of the world, in most players' hands, we see this used to just damage a high safe, a completely idle target, and run around it, get the most damage you possibly can. It's tough to line up these notes as they travel around you in a circle. Мелоди для Сититампа это как будто конечная. Сититампа самый лучший игрок в мире на Мелоди. Лучше него никто не играет на ней. You have a tank across the way staring you down. You have a Byron that's going to provide support Cordelius. I think Totem have pretty much committed. They knew that they wanted to try and bait a thrower on the side of Crazy Raccoon. They didn't. They still got to stick with their plan. Cordelius worked out pretty darn well for alekzz on the opening set. They lost 2 after that, and then they bring back the Shadow Man. It's gonna be a really tough one here. Как же я? Ну я, конечно, тоже молодец. Я, конечно, тоже крутой на Мелоди, но... Ну, Корделиус норм Мелоди. Погнали, друзья, решающий сет. Один сет и Crazy Raccoon топ-1 либо топ-2. Начинается игра, сидит миди alekzz, Маури пушит по миду. Хорошая стяжка от Маури, убивает он, Тинсай. Овнит alekzz Тинсая, забирает Сититампу. Даблкил от alekzz, идеальная игра от alekzz. Есть ульт у Маури. Хороший прыжок от alekzz, шедевральная игра от alekzz, просто. Ну летит Сититампа на своей любимой Мелоди. Умирает Маури на счет 8-44. А что делает Тинсай? Он просто вышел, сейчас умер от alekzz. В чем прикол? Сититампа влетает, убивает одного. Маури очень много... Сититампа просто унижает карту, есть ульт у alekzz. Ой, ульт никуда. Очень обидно. Потянул, не туда потянул Тинсай Маури. Маури просто забирает одного. Умирает также еще и Тинсай. Турелька гиперзарядная стоит от Мару. Сититампа влетает, умирает, у alekzz есть гипер, забирает он под гипером Тинсая, минус Тинсай. Прекрасная игра от alekzz. Прекрасная игра от alekzz. Они могут, я верю, они могут. They know the strength of the opponent that lies on the other side of them, and they have yet to take them down. It's been a long time coming. The Reply Totem are 1 game away. Начинается вторая катка, ребятки, в хот-зоне. Первый забрали Totem. Проходит alekzz мид, прыгает на Тинсая. Просто шинкует его. Тинсай ульт в никуда, Тинсай ульт в никуда. Сититампа даблкил. Офигеть. Даблкил от Сититампа. Oh, he pilots that devilish brawler so well. What? Что это? В рофлите? Что это?
чё, рофлите? Суперсел? Да, у меня 3, ага, пойдет. Прекрасно. Да, все, мы в одном тайминге, хорош. Так, вот пошла турель от Джесси. Кстати, у нас Crazy Raccoon впереди сейчас неожиданно, я уже думал... Ну я не хочу комментировать с кем-то вместе, нет, я не буду. Может быть, подлагу... Не-не-не. Так, гиперная турелька стоит 78 на 80 на 28. Хороший килл от Айкауса. Сити Тампа просто бегает по своей территории. Есть гипер у Айкауса, есть также гипер у Маури. Мару получает выстрелы. Хороший гипер от Каоса. Будет умирать Маягоку. Тинсай 1 против 2. Прыжок просто шедевральный от Айкауса. Контроль фулл за командой Totem. Мару лоу хп. Есть ульта у Сити Тампа. Нужно как-то Айкаусу отыграть от ульты. Нужно как-то... В никуда ульта. Ну почему? В никуда ульта от Айкауса. 82 на 78. Сейчас будет Маури умирать. Да, Маури умирает. Один Айкаус стоит в миде. Это походу ГГ, это походу 1-1 в сете. Станция в никуда от Мару, да. 1-1. Хотя... Забирает Айкаус! Нет. Да ё-моё. Это не работает трансляция, у всех не... заработала, ура. 1-1. Ребят, нужно собраться команде Totem. Нужно собраться команде Totem. Матчпоинт для команды Crazy Raccoons. Бегает по миду Crazy Raccoons. Проходит Каос, пытается набить себе ульту, умирает. Сити Тампа с ультом просто влетает. Есть ульт у Маури. Мару закидывает пушечку, сейчас будет убивать Маягоку. Да, Маягоку умирает, шедевральный килл. Айкаус. Тинсай просто ловится в ловушку Каоса. Попадание от Маягоку, Каос умирает. Есть ульт у Маури. Влет от Сити Тампа. Убивает он Фрэнка. Мару тоже умирает. Есть ульт у Кауса. Нужно забирать Сити Тампа, наверное, не знаю. Хороший прыжок от Кауса. Умирает Сити Тампа. Сейчас Каус заберет еще и Маягоку. Да, минус команда Crazy Raccoons. Каус умирает также Маягоку. Влет Сити Тампа, но я не знаю, он соло делает, посмотрите. Хотя Мару очень много импакта от Мару. Каус убивает одного, прыгает. Пытается убить второго. Хороший ульт от Маури, 73 на 92, Тинсай прожимает гипер. Прыгает Айкаус, пытается... Ой, Айкаус есть ульта, не может зайти. Не попадает Маури. 85 на 97. Не, это ГГ. Ладно, ГГ. Очень хорошо сражались Totem. Молодцы. Просто Crazy Raccoons оказались мне очень близко, да, жалко. Жалко Totem. That their path will always lead to Crazy Raccoon, who now ascend once more to the grand finals to reclaim the crown they lost. Absolutely insane. Shatampo on this brawler. I said it before this match. Ну я же говорил. Пикнули Сити Тампа, молодец, он всех унизил. They ended it right here, right now. Things got scary here. In this game number 2, Reply Totem took a lead, a major. Humble выиграют чемпионат мира. You could tell Reply Totem deserved to be here. They fought against Crazy Raccoon so well.
Humble выиграет чемпионат мира. Phenomenal on this Cordelius. Having the extra spawner was great, but they did it their way. I'm not sure that anybody on the planet. Цветампа в соло протащил, да. Reply Totem were so close to sending us to a set 5 in Humble, changing по-моему, history. ответнее. But it happened the same way it just about always has. In a close 3-1 matchup, let's take a look. Stintampo, what an executioner for the squad. He knew his target. He took down Maru time and time again. But iKaos really did put his best foot forward here on the Cordelius, looking to assassinate Moya at any possible chance. And also take down Tensai, who paved the way for Maori to really succeed on this Frank. Nearly did it in the end. Маори очень мало импакта, да, я бы не сказал. 3% is what separated us. Просто там 97% не хватило немножко. I mean, the World Finals we've had this year, I knew were going to be the most competitive ever. I didn't think that every team, especially one with the mechanics, the skill level of Crazy Raccoon, would be pushed to their absolute limit. Shitampo, MVP here. He was phenomenal on that melody. I mean, he's always phenomenal. But now he has an opportunity to secure his second. Баньте дебила в чате. Почему? Почему я это вижу в чате? Почему я это вижу в чате? Now the whole squad joined together. They advanced beyond that top 4 finish from last year into the grand finals this time. Can they reclaim the throne? They're going to have to take down some new faces around the grand finals block in order to do so. What a crazy grand finals we have. I don't think anybody would have been too surprised if you picked Crazy Raccoon when this year started. But Humble, such a ragtag group of guys. All 3 members, kind of individuals, finding their way in this game. They come together, they become the EMEA #1 seed, and now they have an opportunity to do something special, something that Semantic's special career has never quite achieved. So much at stake as well here in the grand finals. We're all set for the final match of the Brawl Stars World Finals. Don't go away. We're going to be back with the ultimate match on the other side of this break. The 2024 Brawl Stars World Finals are brought to you by ESL, Monster Energy, and DHL. Да. Пам-парам-пам-пам. A new evil emerged. A handsome young man. Корова, зачем ты мне это пишешь? Я не понимаю. Now fall into darkness. His smile but a shroud. A mischievous feline, known for his cute paws. Now a master thief, unlocking chests and doors. A healing guitar and a friendly face. Now a flaming skull, kindness gone without a trace. A delicious cookie baker, one of the best. Now a haunted castle, a ghoulish guest. This automaton once served juice. Now with his sword, your head. Humble Crazy Raccoon финал получается. A night turned into a nightmare. Nani and Pete Humble now залутают. only one to skip. Да, Humble должен выиграть. Fairy tale ending. No, a scary tale beginning. Ladies and gentlemen, welcome to the lounge. We figured that as the players get prepped and ready for the grand finals, we would give you a little tour of the lounge here at Superfest. It is one of the coolest hangout spots that I have ever seen at any esports event, combining all of the vibrant scenery that all of Supercell's creations have to offer. Right behind me, you will see the Boom Beach Tiki Bar, nestled into the corner of the lounge. A nice little chilled hangout spot where you can sit and you can watch the event instead of being in the chaos of the main stage in the arena, although that is the fun place to be, of course. As we continue moving forward past this awesome shield statue, we enter the Clash of Clans hangout spot. Combined with the Archer Tower behind me and fans of all of our amazing teams that are featured here at the Brawl Stars World Finals. And I've bumped into, it's alekzz. How's it going? You good, man? It's doing good, man. This is an amazing event going on right now.
Now, okay, aside from the fact that we have the awesome World Finals going on, you know, we have the ability to kind of merge together all of these titles and all these creators that are kind of floating around. What's been your favorite part so far of this event? Easily, the fans that are here. They are going absolutely nuts in there. We were just underneath, and they're pounding on the floor for their teams. It's amazing. We've got more fans joining us over here. But you know what? It's actually been a pretty tough time as a Tribe Gaming Brawl Stars fan. Жалко, right? Totem. You know, just Айкао с being edged Марумаури out заслуживали for their выиграть. World Finals spot, okay? But you guys have so much love across all of your titles. So Тем what do you проиграли, да. think is the secret to having such an amazing presence К сожалению, да. across all of these Supercell titles like Tribe Gaming? I mean, they got me, don't they? No, I'm joking. It's like, Tribe's like a family, and I think a lot of people can, you know, want to be part of that. They can relate to that. They can, you know, they see that we're cool over here at Tribe, and you guys come up over here, tribe.gg. You guys can follow us. Now, you know, we all know that Brawl Stars has had the most phenomenal year so far, right? It really has been a record-breaking year. And for you guys as well as content creators, and you know, the esports as well. Мишра 101 тысячу рублей на Totem поставила, реально? Like a knock-on effect as a creator of Brawl Stars success. Мишра 101 тысячу рублей на Totem поставил. If the game's doing good, everybody's doing good. And all of these players out here, you know, they didn't start yesterday, download the game, and end up here at the World Finals. Жалко его. They've been playing for years, and bringing all of these new players in, getting them into the esports scene, maybe one day they're going to be in there. Indeed, maybe they will be. Now, before I let you go, 500k уже просрал, серьезно? we've got two teams left in the fight for the championship. Who do you think is going to take it all? We've got Humble and we've got Crazy Raccoon. Like, half the people are going to hate me right now, but you know what? My head says Crazy Raccoon, but my heart says Humble with my boy Samantha. You guys go get it. Okay, you've heard it here from Lex. Thank you so much for joining me in this interview. Enjoy your little hangout spot. I'm going to keep moving because everyone at home is wanting to see what's going on in the lounge here at Superfest and as Clash of Clans merges into Clash Royale. Look at this amazing scenery that's been made. Я не знаю, сколько. Hats off to all of the artists that worked on this because it looks phenomenal. That LED waterfall is just so amazing. I'm going to keep walking because you know what? I see someone extremely special ahead of me. And as the scenery again bleeds across into the Brawl Stars Мне обидно за Totem, мне очень обидно за Totem. Они заслуживали победить. Заслуживали. And this was the B stream area. But I've got a game lead from Brawl Stars. О, здорово, Лысый. Ребят, если хотите скрины поделать, залетайте в этот, залетайте. You know, man, my heart. I'm Вот not код. the youngest man anymore, and after the first match yesterday, I was already. Ща, мне нужно на основу зайти. Ща, я зашел на основу, найс. Сколько мне тут осталось? 300 поинтов, да, апну ща. Как раньше называлась команда Pioneers. Да закрой рот, Мортис. Pioneers, Джон Карлос Тим называлась. Juan Carlos Team набирайте. And all the creators here as well. How important is it to you to have all three under one roof? Yeah, I mean, it's really a cool event. Like the first time having all the three fandoms together in the same place and seeing the enthusiasm. You know, there's a bunch of people who sat here since lunch watching Clash of Clans. They're still watching Brawl now. It's just amazing. Super thankful to our community. Super thankful how it's going down here. It really is amazing. We've already crowned 2 champions today, and our next one is just around the corner. Now, I have to talk to you about your roadmap. 2025, you made a really big announcement that ranked within game is going to kind of bleed into becoming a pro, like the path to pro. Can you kind of break it down, maybe for a few people at home that are watching that haven't seen the video yet, but also just to kind of give us a clearer overview of what to expect? Yeah, I mean, most of the stuff you see in the video, right? And a lot of things are still work in progress, but we really want to make sure that ranked is like the place to go where you compete, where you can develop your skills, and ultimately giving you a new path into Brawl Stars Championship. Well, you've also had a record-breaking year for Brawl Stars, okay? It's been absolutely amazing. The game is performing so well. You must be so proud. But also, you know, I feel like something I need to talk to you about is the esports itself. Does the future look bright for Brawl esports as well? Чему постоянно головой махает? Кайфует от жизни, брат. You know, it was an okay year for us, and all things considered. That's the most finished answer I can give. No, Brawl esports, I think, you know, this year showed that this is a commitment from our side, and next year is going to be bigger, better, and more bombastic.
Bigger, better, and more bombastic, but he's keeping his cards close to his chest. I like that, very on brand. Frank, thank you so much for joining me in this interview, and we're going to continue over this way as we make our way through the B-Stream area and also the Hangout area for Brawl Stars. I need to give you a quick inkling into someone that I've just spotted over here in the corner of my eye. Look, very sheepishly hanging over by our statue. Spen, how you doing, mate? You well? I'm doing great. How are you doing? I'm all right. I'm always all right. It's all good. I'm running on fumes at this point, Spen. Now, previous world champion, our first ever world champion as well at Busan. You've got a lot of experience in this in this realm, and of course, for the people, the players who are about to step onto the main stage, you know, what are the feelings? What are the emotions going through you before you step out onto the stage for a grand final? I mean, it depends on what type of person you are. I was quite nervous before going on stage, but I think once you kind of take in the occasion, once you get to the stage, a lot of players are just fully locked in, especially the finalists that are on right now. So I think they're excited. Both teams look locked in today. They do, don't they? Now, do you have any advice for any up-and-comers or competitors at the moment about, like, you know, getting into the Brawl Stars esports scene and, you know, how to kind of cope with it emotionally as well? Because it's, imagine all these people screaming your names or, you know, screaming for the opponents when, you know, you're in the middle of a game. It's quite, you know, daunting. I mean, the biggest tip for me is just have fun with it. I just played esports tournaments with my friends, and a lot of it just came down to us having fun. You just got to get into it. You got to keep trying. It doesn't matter if you fail. All the failures just lead up to learnings. You know, you're never just going to turn out to be the best player in the world straight away. Пойду себе яблочко возьму, чернусь. Нужна перед боссом секунду. Eventually just get better and better. So just have fun with it. That's the biggest tip. Treat your teammates like they're your brothers, essentially. Yes, treat your teammates like their family. Now, you made that really cool and kind of seamless transition from Brawl Stars esports player to content creator. Content is booming, like we've just mentioned with the other guys. You know, Brawl Stars is growing, and it's really quite an incredible thing to see. Any advice as well for content creators looking to push into that scene as well? Any tips and tricks from Spen? I mean, the biggest tip for me is you just got to start. So I wanted to do content for like 2-3 years, but I was so scared to fail. You just can't be scared to fail. You just got to put out content. No one's going to be amazing straight away. Like, I was cringy for years. So like, you just eventually get better and better. And yeah, just again, have fun with it. Just do content that you enjoy, or else you're never going to like make it far. If you get bored of your own content, it's not going to be that great. So don't be afraid to do it. Just dive right in. Spen, thank you so much for joining me in this interview. The Brawl Stars World Finals, the grand final, is just around the corner. But come with me. Sorry, Spen, I'm going to walk across you. We're going to go over this way as we exit out of our Brawl Stars area. We enter into our heyday hangout area. Very picnic-esque, picturesque as well. And we've got some amazing fruit stands, veg stands as well. I saw a lot of people over the course of the last 3 days sitting here, having their lunch, of course, but it just looks amazing. Aesthetically pleasing, I think, is the right thing to say. And of course, people here buying their snacks, and as we get over here, towards the other side of the lounge, we get to our Squad Busters archway. And this, my friends, is where we exit out of the lounge and we make our way to the main stage. Thank you so much for joining me in this lounge tour here at Superfest. We're going to head over to the casters to continue Super Sunday. Thanks, Barney, for taking us on a walk through Superfest here for 2024. It's a great atmosphere, and there's something for everyone out here. And if you're a lover of esports and you want to see the highest level of Brawl Stars competition, we have something coming up for people, I think, here on the mainstream. Very much indeed. I'm very excited for what's to come. I don't know whether you knew, but I used to be a guitarist back in the day. You're a guitarist? Я давно не был так разочарован. I never mentioned that at all backstage, not once. Yeah, I mean, it is. You know. We're very excited, of course. Before we end up jumping, of course, into our grand finals matchup, we have a special treat for you all. You might be aware of it, but it is my distinct pleasure to present to you the Grammy-nominated power metal sensation, Dragon Force. Что это такое?
Что это такое? Брат, давай, как драка. You can go louder than that. Super fast. How is it going? We are super happy to be here at this World Finals, and I gotta tell you, man, are you guys excited for the final match? All right, me too. So for this next song, we actually wrote about a brawler. And when we say his name, I want you guys to sing it to the loudest you can, okay? Let's try this right now. Draco! 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 Let's go! Че, еще один трек? Я не выдержу. Вы рофлите. Draco! Чел пишет, когда Кокоро будет петь. Draco! Молодцы. Спасибо огромное, хорошо играли, ребята, спасибо.
Well, folks, that was Dragon Force. Great to hear them live in person here at Superfest, and no better way to end it with Through the Fire and Flames. I wonder how many people out there, how many Brawl fans are familiar with Guitar Hero and fighting through that game, getting to the boss level and having to learn that song. What a time. Every Shredder stream, honestly, I've had a blast. It's taken me back many, many good years now. I'm sure as well, Drew from the community manager side of Brawl, absolutely loving every second. I saw him there with his Draco shirt earlier, and you can just tell that was his Christmas come early. Nothing like seeing Herman Lee melt our faces in person. Well, let's bring it back a little bit here. The reason we're all here, of course, is to crown our 2024 Brawl Stars World Champion. And this grand final features a clash of EMEA and APAC once again. It's Crazy Raccoon versus Humble, the two teams that have made their way through quite the gauntlet arc. Absolutely. So, I mean, you know, it's Финальный матч, друзья. all over again, isn't it? Really unbelievable stuff. Honestly, for me, got to be up there as one of the best, if not the best, World Finals we've ever had. It's so close to cool. Realistically here, a 50-50 coin flip, if you ask me. I mean, it really is the battle of the best as far as I'm concerned. That's right, and of course we are clearing the musical instruments from the stage and preparing our competitors to sally forth and fight for glory. So in the meantime, we can head down to Banks and see what else is popping around the arena. I wish I'd learnt a musical instrument growing up as a kid. That was unbelievable. What a performance, absolutely melting our faces. That is correct, Uber. Now, we're back in the lounge. Why are we back in the lounge? Вот все стримеры, кстати, I'll tell you, смотрите, все because языки. we have one more thing to show you, and that is exactly where all of our local language casters are situated here at Superfest. 7 to be precise, and it is so incredible to have them all here mingling with us. Look, some of them are waving as well in the background. That is right. Our Brawl Stars local language casters absolutely bringing you all of the energy and all of the fun to all of those streams. So we're going to go and chat with one of them, and we're going to do a really artistic transition while the camera goes round the other side of the table, because we're so cool. What's up, guys? How's it going? Let's spud. Let's go. Let's go. The grand final is almost here. I am so excited, and we land at our German caster booth because we got Sunny here, everyone. Sunny, how's it going? Pretty well. I'm not German. I'm Swiss, but I'm You know what? Фрик, какой же фрик, какой же фрик. You know what? I've got to tell you. Он думал, что она из Германии, она из Швейцарии, говорит, как-то там. Как же кринжово. What have you had the most fun with? Honestly, that's a really tough one. From a casting standpoint, definitely the 2 games that Say Television delivered out once against Crazy Raccoon, losing in the last match, Shooting Star. And then also against SK Gaming, the same exact story, Shooting Star again. The team is gonna have nightmares about this single map, so they're gonna need a doctor. Call me. Nightmare inducing, oh gosh. But I've already spoken to Frank over there, didn't I, about his predictions. He's 100%. This guy, he knows it all, doesn't he? What about yourself? How are the predictions going for you? I'm pretty ashamed. I'm worse than Frank. That hurts. I predicted SK Gaming today. I was hoping really they could take it home. At the same time, I'm really happy for Humble. They deserve it. Lucas Symantec and Boss definitely played it to the perfection. So I hope they're going to bring their A game again against Crazy Raccoon. It's not going to be an easy one. It's definitely not. You know, you've mentioned it. It's the grand final. It's fast approaching as we're clearing the stage right now. I need your prediction. It's a 50-50 coin toss, so people in the chat might grill you if you get this one wrong. Just saying. Don't do it. I'm just saying. Right, Humble, Crazy Raccoon, what say you? I have to go with Humble. Tensei already has 2 titles. Sita Tompo has 1. Don't hate me. Are you in agreement? Humble, I think also. Ooh, we have a resounding Humble. The fans are around her as well. These local language casters are bringing you so much amazing energy, as you can already tell. But for now, we're going to head back over to our casters to continue Super Sunday. Thank you, Barney. Great to hear from some of our local language casters down there. The faux pas of calling Sunny German. Все, ребят, 40 секунд и мировой финал. Вы готовы? Look, it's a global game. It's great to, of course, have 40 секунд и все. from around the world in respective language streams joining us here. It's been a pleasure, and I tell you what, it's been popping off. Let's talk bracket. Let's get down to brass tacks, folks, because we still have a winner to decide. The road for Humble. First, it was NA's #2 seed Pioneers. They absolutely battered them. That was not a close game.
It was a walkover. There's no other way to put it. Humble really left Pioneers in the dust. And then going in as well to the next matchup versus SK Gaming, they looked like they were looking comfortable. Some drafts that I wasn't even expecting, honestly. They are just, that's where they're excelling, in my opinion. Their drafts are out of this world. The Crazy Raccoon as well, that 3-2 to elevate. It came down to the wire in that final set of gem grab, and were just able to prevail. The most emotion we've already seen from a Crazy Raccoon celebration. I mean, Shitampo did a victory lap around the arena, running full power. We didn't actually catch it on the main street, but there's a great photo of him just sort of running at it. I've got to say, Crazy Raccoon, in the lead up to this match, looked a little scrappier. Day one, it was, I mean, how you going? They had 2-2-1 wins. That first game against Elevate here in the top 8 as well looked a little questionable. But what we just saw from them against Reply Totem, I mean, you don't down the Roman Empire without being pretty clean behind the ears. They really look like they're... Тинцай станет трехкратным, да нет, трехкратный чемпион, это капец. That has hoisted trophies before, that has brought glory to their region. And on the other side, it's such a compelling story because Semantic and Humble, that's a player we followed for years. Always hoped to see him reach this moment. He's tweeted after many disappointing losses how much it's hurt him, how tough it was. He even considered whether he would continue on with Brawl Stars. He has one more crack at it this year, built a fantastic roster around him. Now he has his chance to reach for that glory. And you've got to remember, going into yesterday's games, Semantic had earned as many sets in day one as a third of what he's established in his entire career in the World Finals. Sure. So he's already absolutely just Как правильно, Сити Тампо или Сайт Тампо? Сити Тампо, правильно. Boss coming into mix and Luki as well, again, that shining star from 2023. And it's just been... Кто-то говорит вообще Сайт Тампо почему-то, хотя там, ну, Сити Тампо даже любой видит. So much for Luki, someone who's his first World Finals appearance. He is looking so at home. So composed. Yeah. For his age, it's a rare thing to see in esports. And Humble are going to need to rely on every bit of that composure they can muster up against seasoned champions in their opponents. There's all predictions here. I've got to throw it out there. A lot of people we heard from the local language casters, from the German booth, they felt Humble would be the way to go. Arc and Ready Set have Humble in their books, and Arc, this would be a perfect run of predictions for you if this comes true. I mean, there's a lot of pressure on the stage, but I feel like this is the most pressure I've ever been under on the casting desk. I'm 100% accurate with my predictions so far. If I get this right, this will be a record. We've never had this happen. So I really, really hope that I've got this one right. My faith is going with Humble. And he'll never let us hear the end of it. Let's go, Crazy Raccoon, please. All right, it's time to get this party started. Let's head down to the arena and bring our teams out. 2 days ago, 12 teams set out to become Brawl Stars World Champions. And now we are just left with 2 in the fight. $1 million hangs in the balance. 1 best of 5 to claim your place in the Brawl Stars esports history books. It is time to meet your first grand finalist. APAC's very own Tensai, Shitampo, and Moya. They are Crazy Raccoon! Immovable object for the final time. Entering to the main stage, Semantic, Luki, and Boss. They are Humble. Кабаны идут, ребята, кабаны идут, кабаны. Кабаны в здание. Кабаны. This team, or most of it, have headlined Brawl Stars esports for years, and they've shown no signs of Болеем за кабанов. Have they looked more fallible this year than ever? Yes. But they've still made it to the grand final, going up against the upstarts, the young blood, the challengers in Humble, looking to bring yet another championship back to EMEA. Can you imagine? Can you imagine if Tensai is able to become a 3-time world champion?
Да, вот комментаторы тоже говорят, что Тинцай может стать трехкратным чемпионом мира. For all esports history. The region that has kind of dropped the trophy in previous years, but now trying their best to bring it back home. And this could be their redemption arc happening as we speak. Yeah, frankly, last year, Crazy Raccoon just didn't look prepared against Zeta Division in that grand final match. They've lost to an Edgar pick in the very last set. They're a team who really thrived in an era before we had picks and bans at the start of a brawl game, back when it was blind pick, but they had to adjust. And in order to do that, they brought in Coach Rely, a competitor in his own right in the past, to smooth that out and give them some great strategies to be going forward with. But on the side of Humble, this is a team that are ready to succeed in this era of Brawl Stars esports and this day of competition. Semantic, Lukey, and Boss, their final task awaits them. The final boss stares them down. For Semantic, something that he spent his life chasing. О, открытие. World Finals, we got a legendary drop. Let's go! Нифига ему, капитан Ворон выпал. Enters the arena. Semantic at the helm of this team. In victory and in defeat, he's been all smiles. Нифига себе. Мандарила выпал в гиперэффект. У Луки там говно падает. We'll check back in with him in just a moment here. Again, I hope you've been voting at event.brawlstars.com, because that legendary star drop could be yours, as well as a hypercharge if you get to 2,000 points. That's when we've been putting our predictions in. That, of course, is the place to be for your Brawl Stars esports action, and it has been all year, and it will be into the future. Here's your predictions one last time. 3 of us getting behind Crazy Raccoon. 2 of us getting behind Humble, and the fans at home supporting Humble. No surprise, we're in a European time zone. We are definitely in a home. It's a home field advantage, I think, for our predominantly German squad here. Че, ребят, начинается противостояние жесткое. Жесткое противостояние. Certainly be cheering behind Humble in this instance. Yes. And I think that is something which I didn't expect even coming into today. The Humble crowd is loud. It really, really is. During the SK Gaming match, a lot of the time I thought it was SK cheering. It was the Humble crowd, and Semantic already getting the round up. You'll have to see it. He's worked for years to stand on the stage in a game like this. In the past, exiting. Да Humble утонут, друзья, не сути, Humble утонут. Never making it to day 3. Never having a chance for it to be all about him. Humble утонут. He puts his 2 teammates ahead of him. He puts them forward. That's true leadership. To see that someone so young is impressive. Still a huge task ahead of them. Can they maintain this composure? We've seen it. Players step onto the stage, they get carried away with that atmosphere. It detracts from their gameplay. This Humble team have to be absolutely locked in from the get-go. I want to say as well, Semantic for me has been so impressive this year, because in previous years, he's always been the loudest. And I think that some of the teammates along the way may have been affected a little bit by that. He's taken a step back this year. He's taken a great leadership role, and he's allowed himself to shout through his thumbs. Really has done so, and it's allowed players like Lukey to really shine. Players like Boss that have always had a bit of a step along the way. 2022 for Boss, getting reverse swept by STMN, and then not. Very close on the polls, as you'd thoroughly expect. We want no less for a grand finals. Double swoosh, the bands being in already. Classy, Mo, and Kenji. On the side of Crazy Raccoon, the Tara, the Surge, and the Kenji also. Both sides do not want to see any of that slice and dice. Coin toss available for then Crazy Raccoon.
And the first pick coming in. Баны, Кенджи, Вольт, Тара. Такой Тамбер, Crazy Raccoons. Бан от Crazy Raccoon. Кенджи, Вольт, Тара. Бан от Humble, Кенджи, Мо, Клэнси. Пошла катушка. It really makes it very scary. And this means Crazy Raccoon can actually control the right-hand side of the map a lot easier than they otherwise would be. There's a huge advantage to the opponent playing on that side, given they have the bush cover. They can move up and get close. Otis here, coming out from Humble. Previously, we've really only seen this brawler on Brawl Ball so far this weekend, due to his ability to shut down the ball carrier and render them incapable of taking a shot. Who would have thought we would have gone from FUT Esports last year in the group stages to this very team? Semantic will definitely be having some recollections of that as this draft coming through. This is a man that understands the mind of Crazy Raccoon, and the drafts again today for Humble have been fantastic. Gene now coming in. It's a very safe pair of hands in that mid, and that's exactly what Crazy Raccoon are going to need to have themselves here. Jesse available, one of my kind of personal favorites, but certainly for Crazy Raccoon, they like their aggressive brawlers as well. Just in the house, fantastic. They've been on Melody. You can't really leave that in the hands of Tampo. It's open here. That's a bit of a concern. Looked amazing in Hot Zone. It's also very viable when it comes to Heist. Melody can really chunk that safe down, provided she has the music notes. But Humble have a strong side laner in Otis, a consummate duelist, and they're going to pair it up with the Gene. It's going to be a penny here for Crazy Raccoon. Again, high damage brawler becomes a real nuisance late in the round once there's a turret developed to give you some map control and also keep the enemy gem carrier on the move. Penny, норм пик Penny. You know whether I'm the biggest fan of Penny pick, to be honest. I mean, Gus was available as well, and it's quite a nice mid to have on this map, and the shielding can be handed over, but Penny can work, absolutely so. And certainly Juan Carlos в зале сидит и говорит, извините, кита. Pearl, нифига себе. Pearl. Pearl comes in now for that lane control brawler. The Overcooked, of course, can just absolutely burn down immediately any opposition standing there. Big, tanky brute that Humble are going to have to take care of. Yeah, it's a big deal, I think, as well, if you're putting your Pearl in a gem carrier position, because this dissuades boss or whoever's on the Gene from actually using Magic Hand to hook the Pearl in. If you do that, you're liable to be blown up by that super. It's very, very scary. And with a hypercharge, it leaves a burning area around it when it gets popped. Squeak here to round out the composition for Humble. Some really interesting brawlers here. These two teams reaching into the last of their reserves in terms of their draft strategy to try and gain an edge. Squeak has proved to be quite the menace over the course of the World Finals. I didn't mind it, but the question is, can they keep Crazy Raccoon at bay on the side of Humble? Because they're so aggressive by nature, and Pearl is going to be so difficult to manage on that lane side. Otis as well, sneaking in, it's just not necessarily still for me, one that I am a massive fan of, but that is the Brawl Belt. Ты за кого? Я за Humble, ребят, я за Humble. Teams are looking to claim and hoist at the end of this matchup the ultimate prize in the game. Alongside $400,000, the lion's share of our $1 million prize pool. A pretty penny. Crazy Raccoon are no strangers to this kind of situation. They have been here so many times before, reaching grand finals in consecutive years. They're familiar with this, and they're also familiar with playing in what we might consider hostile territory. They've not really had opportunities to take championships in home territory. It's often been Europe for them here, often with a crowd getting behind Crazy выигрывает. А мне Humble пик нравится, Humble норм пик. As it often has been. The moments from getting into the game here. There was a mild audio issue. It's been ironed out. Every day Semantic will come to the dressing room and say, today we're going to lose. And it has not happened yet. Again, that modesty that's so crucial as a player in the pro circuit, shining through. Crazy Raccoon, they've taken definitely the closer of the journeys to get to this stage. But one thing I was saying to Semantic, very honestly, and very openly, was the fact that, yes, they've had 4 grand final appearances this year. А как так долго подготовка идет, не понимаю. One grand finals win back in June against Zeta Division, and that for me says they are very consistent, but also at the same time, not the greatest teams at really locking themselves in. So, we have some brawlers in this game that have hypercharges that aren't allowed to be used. They came into the game a little bit earlier than was expected and weren't considered legal for World Finals. Now, I'm not calling him out, but Semantic plays with his super and hypercharge buttons slightly overlapping.
so he doesn't have to stretch far. He can activate them both very quickly. He has to move his hypercharge button across the screen away from his super button. Otherwise, he's liable to use it by accident, and that would be a game loss were that to occur. And that's been the case for other players as well, of course, throughout the World Finals. It makes a lot of sense to do so. We've not seen anyone be as Положили, походу, сервера, ребят. Походу, серверов нет. Can you imagine? Certainly, though, of course, many in the crowd cheering for Humble as they are also for Crazy Raccoon. Can't be far away now, and I cannot wait to see how this first set goes. We walked into this year, especially over in the APAC region, seeing a ton of teams rise up, start to actually really put some pressure on Crazy Raccoon, a team in the past who took monthly final after monthly final in that APAC region in 2023. They were far and away the dominant team. We saw Rival Esports step up. Na'Vi even submitted a team and managed to win their first monthly final. They weren't able to make it far through LCQ, but the fact that they got there without even competing in that March monthly final at all says a lot about what they're able to do in that region. Coco Loco, another team that have been around for a while, mostly Hong Kong, as they come through and win themselves a monthly final. That region is treacherous. It is extremely deadly. We talk about how deep this EMEA region is, but Crazy Raccoon, whether they'd admit it or not, have really been forged by these up-and-coming teams all throughout the course of the year, and they've had to work their butts off to maintain that top spot. Tensai's 5th World Finals, you know? I mean, for someone with that kind of level of experience, you don't get nervous in this position. For Tampo, it's his 4th. For Moy, it's his 3rd. And certainly for Moya, chasing, you know, in the shadows of his teammates to gain that first title. He's been looking to achieve it for years now. Semantic, especially as a player that comes to mind as someone who's been chasing that dream for many years also. I'm still mind blown by the fact that Luki in his first World Finals is in a Grand Finals. I mean, that is just something which just requires such a level of groundedness to stay in control of your emotions. О, начало. Погнали, ребят, погнали. All right, Brawl Nation, make some noise for the last time we're getting in the game. It's a best-of-5 Grand Final between EMEA's Humble and APAC's Crazy Raccoon. Swig mid. Gems will be sitting in the mid for a while until the control is there. And Tampo's already got a nice foothold. Ситампо на правом лайне, Тенцай на левом, Семантик на левом против Тенцая и Луки на правом против Ситампо. Попадание хорошее от босса, но моего подерфается бочечкой. Тенцай хороший килл по Семантику, 1-0. Луки, кстати, скоро с ультом будет. У босса сейчас ульта тоже будет через удар. Хорошо помогает босс сейчас Семантику переиграть свой лайн. Есть ульта у босса. Пошла ульта, ни по кому не попал босс, бывает. Луки умирает, его перебивает просто Ситампо. Есть пул, есть пул. Есть пул у Луки, может он затянуть Ситампо. Окей, окей. Умирает Луки. Точнее, умирает босс. Собирает босс гема, и счет уже 4-9. Очень тяжело играть. Титампо просто не дает ничего делать на правом лайне, он его унижает просто, ну ГГ. Очень хорошо отыграли Crazy Raccoon. Да, тут уже никак не выбить гемы, тут никак. И клоуна кидает сам, окей. Окей. Почему же он без мифигера, не знаю. Doesn't have it available to try and put pressure on Crazy Raccoon's gem carrier. That is a slow start from Humble. Let's see how they fare this time around. Мид становится Луки. Пушит левый лайн босс. Семантик встал на Ситампо. Перебивает Ситампо Семантика уже. Хорошо босс делает. Ой-ой-ой, какой килл от Луки. Хороший килл.
And Boss has been quite a nuisance here for the Amber of 10 side to deal with. Meanwhile, Semantic to tough battle up against Хорошее попадание с Тампа, Семантик лоу. Выгоняет луки с мида, сжигает еще кусты. Ульта хорошая от босса, минус инсай снова. Но Семантику тяжело на правом лане очень. Очень много Тампа делает на правом лане, слишком много, он унижает. Он очень жестко унижает. Есть пул у Луки. Не хочет он пулить пока что. Ну у него это... Стянул Луки, но он не может убить, не хватает. Не было помощи. Обидно, очень обидно. Счет 7-7. Семантик до сих пор ничего не может сделать. Луки лоу хп. Гипер из Свика. Да, пошел гиперный ульта Свика. Какая ульта! Килл, он убил мою Гоку. Босс убил мою Гоку. Умирает еще Ситампа. Это... Какой гипер залетел от босса? Какой гипер залетел от босса? Офигеть, просто игру спас. Молодцы. Показал босс, кто здесь босс на карте. Начинается третья игра. Аккуратнее нужно играть Семантику, он слишком много раз перл слил, перл. Лоу хп сидит Тампа, видят, что там моя Гоку выходит на лайн. Минус, кстати, А что с сайтом? Лоу хп Тенсай, хороший гаджет от Луки по сиди Тампа. Умирает моя Гоку, еще 4-0. Есть ульта снова у бойса. Умирает снова Тинсай. Есть мут. Семантик папа. Просто унижает сиди Тампа на правом лайне. Семантик. Ой, пул мортир, но это он специально запулил мортиру. Счет 7-2. Еще один мут! Что он делает на Семантике? Адекватный? Он адекватный? Просто дабл соло килл от Семантика. Ой-ой-ой, умирает Луки. Но собирает Семантик Сигема, в принципе, не критически. By some of that squeak damage, another hand to catch the turret that might actually be intentional, believe it or not. Chitapo moves up. Ну да, это все, это какая. Ха-ха, Семантик крутится. 1-0, пользу Humble, друзья. Офигеть, как же он замутил 2 раза чела. Но этот гипер от босса, это просто капец. Вот это пул показали профессиональный. В 2020. All of a sudden, even Chitapo on Pearl couldn't deal with the Otis. And all of a sudden, Semantic took over the game. And this is great when you have multiple viable mid options on gem grab. You can make these adaptations. That mute there was beautiful from Semantic. It would have put a lot of pressure on Humble to gain that last gem off the mid, and he would have lost the lane as well. I mean, look, when you look at the stats across the board, really, Semantic had a fantastic game. 279 DPS there.
9 takedowns over for Tampo, but I gotta give a commendable shout out to Boss, because once he swapped to that left-hand side lane, he had to juggle 2 players on the side of Crazy Raccoon, and more often than not, he was holding his own, he was the rock on that left. Босс Ник оправдал, да, Сквику очень жестко залетел в ульта. Семантик унижает, да, Сев. It's not my favorite. I've seen many teams kind of try it out and see how things fare, but I've got to be honest, it hasn't got the best win percentage in my opinion along the way. Open and again with that gene pick, you know, I like when I see a magic hand used for that turret. На кого ставил? На Хамбл? Problem that once it's taken care of allows you much more space to maneuver. As we move in now to our second set. Hot zone. Open business bands already in. Hot zone баны от Crazy Raccoon, Сту, Кенджи, Берри, баны от Humble, Мон, Кленси и Кенджи. SK Gaming had no opportunity. First pick a Gale, and not a bad one at that. This is the kind of map is also where Nita makes her appearance at times, or other tanks. I mean, Daryl is still on the table. Can make that work. We've even seen teams try and play Rosa here in the past, despite the lack of bushes. We get a rowdy crowd today. I like it. It's the best we've had in Brawl. I've always wanted to hear the crowd over my own voice. And today, and this whole weekend has been that time. It's like a rowdy football match. Surge comes in for Humble. I really do like this as the first brawler pick. The range is great to have, but it's also a fantastic tank counter. And we've seen in Hot Zone just how influential tanks can realistically be. So if Crazy Raccoon were thinking they've now got to second guess themselves, the melody's still there though. We've seen that from Crazy Raccoon time and time again. Even Semantic himself knows firsthand how difficult it has been to shut down Tampo when he has that brawler, Byron, coming in for Humble. Great amount of heals, and that's what you need to have. It's all about the objective, and more heals means more time spent on that zone. We saw Moya on this pick previously, up against Reply Totem, in a composition that didn't even really feature a tank that they were trying to back up. This is the kind of map where, you know, you become a pseudo-thrower when you have that super available, of course. Byron so Volt. you can shelter behind those walls and flip the fights on their heads with that super. Also, going back to Surge, he has the ability to jump over these barriers. They're thin enough that he can get into a fight and take you by surprise, pop a power shield. I warned you all at the start of this game. Max is where Crazy Raccoon finds themselves in their comfort zone. They snapped it up here at pick 2. Aggression, agility, and speed. Those are the 3 words that I would use to describe Crazy Raccoon. They've already gone in with such a wonder pick. One that has made Tensai famous across the world in Brawl Esports history. Definitely a troublesome thing for Humble to be looking at. Larry Laurie coming as well. I mean, I'm really liking this. You've got the thrower for control. You've got the aggression of that Max to really lend a hand, the hypercharge as well. Max съел Larry Laurie, ну нормальный. To be reckoned with quite literally in this game. Humble better have a trick up their sleeve here. Молодец, Гуд, поддержал свою команду, брат. This is a short range comp for Crazy Raccoon though. That's one thing worth pointing out. Neither Max nor Larry and Laurie can really cover much of the map, and the problem for throwers here on Hot Zone is that they struggle to stand out on the point out in the open. The Frank pick combined with the Byron no less. That's a little dirty. You know what though, watching Semantic play Frank earlier today, down the barrel of that Colette and just coming out on top time and time again. I have not seen Frank play this good on a World Finals stage. If Semantic, who I'm assuming is going to be on that Frank, can bring the same fire that we saw versus SK Gaming in Brawl Ball into Hot Zone versus Crazy Raccoon, I feel like we are going to be in for a massive treat. Set number 2 will be Hot Zone, and Humble walk in with a 1-0 scoreline. Попадание от Луки. Капец, как же Луки много попал. Луки просто выгнал с мида. Да, Тенсай минус гаджет. As now, Crazy Raccoon starts to push forwards, a nice from the left-hand side from Tampo. Semantic low on 180 HP is going to come back a little bit, but Humble have done a good job of staying on that zone early. Да, минус Лори. Босс без уровня, вот это плохо. Не фидят вообще боссу. And of course, with super up, has that invulnerability frame. Luki's done a great job keeping him topped up. Semantic has super here. He can start to break open the map, deny Moya's
Да, открывает карту Семантик, хорошее открытие. Хороший гипертенсай, минус 7. Crazy Raccoon now can get hunkered down. It's going to be a very tough thing to push into a gale with Super as well. And Humble know it. They're going to recollect themselves very quickly and start to whittle down Crazy Raccoon gradually along the way. You've got to avoid the spawn camp here. He gets a throw out and you're dealing with a Gale Super. Semantic suffers that. Гипер от Гейла, сейчас будет вторая ульта, да. Минус Семантик. Попадание от босса, но от босса один выстрел остался. У босса у босса второй левел наконец-то. Гипер от Семантика пошел. Моя будет умирать, да, мой умирает. Ситампа лоу хп, нужно хилиться ему. Босс проходит мид, есть ульта у Ситампа. Хороший килл Ситампа. Попадание от Луки. Ульта сейчас будет. Не. Закидали просто говном. 1-0. Нужно быстрее вольту левел. Вольт дал 3 удара за игру. Crazy Raccoon start to dig deep. A great comp, one that I feel could very much win this set. But Humble have shown us already today against this very team. They have got adaptations up their sleeve. Well, now they need to start to bring that in to hot zone. Попадание от Луки по двоим с гаджета. Хорошее попадание от Луки, сейчас у него ульт будет. Прям микроудары у него ульта. Хорош Семантик перебивать Ситампа. Ура, второй левел у босса уже, найс. Хорошее попадание от Луки. Все идеально в этой игре у команды Humble, все идеально. Там унижает босс Майгоку. Ситампа минус. Пошел Семантик. Майгоку подставился, очень плохо умирает, это ГГ. Да. 100 на 8. Нужно вольту просто левел. В прошлой рейсе, что они играли 2 в 3. Типа у вольта было 3 удара за всю игру, понимаете? В этом прикол. А сейчас? Ну погнали, 1-1 в сете. Сетпоинт. Дабл сетпоинт. Попадания снова от Луки неплохие. Проходит босс мид. Минус Лори. Прожал гаджет босс. О, босс второй левел. По ощущениям это идеально все. Вот, да, все, ГГ. 2-0. Поплыли Crazy Raccoons, поплыли. Тенсай не может на макс прокерить. Да, гаджет от Тенсая, но просто его убивает. Босс мастит миди. Хороший килл от босса, гениально. Пошел скорость Тенсая по нему одному. Раз... Попал Семантика, убил! ГГ, 2-0. Короли. Рассчитайте короля. 2-0. There's only 2% remaining. Boss coming back in now. Trying to get that stupid, trying to get on the zone. And Humble do it. They get the set and place Crazy Raccoon into a perilous position. Semantic there saying just one more. Let's have a look back at some of these moments here. Awkward start for Humble. Crazy Raccoon able to get off to the races.
Cycling supers from the Gale, Tensai, nigh uncatchable, unkillable in the middle Бо5, part of the map. ну, комментаторы говорят, что Бо5. Комментаторы говорят, что Бо5. Я думаю, что Бо7, но комментаторы почему-то говорят, что Бо5. He took on all challenges and came out on top. I'm so impressed. I really am with Humble. Every time, every set, losing the first game, but learning Это so Б5, ну вот. immediately, quickly Походу against a Б5. team that are absolute masters of brawl. It's scary stuff. It makes you feel like it could Ну be как another будто year. один финал в году можно и сделать Бо7, мне кажется. Now they are 2 sets down. Что такое Б5, Бо7? Б5 это best of 5. Лучшие, ну то есть до 3 побед, то есть первая команда, которая 3 сета выигрывает, побеждает, а Бо7 это best of 7. Команда, которая первые 4 сета выигрывает, побеждает матч. Вот так. То есть сейчас они, это матч Б5, значит они играют до 3 побед в сетах, поняли? То есть остается один сет. И все, и Humble выигрывают. Прикиньте, ребята, сейчас Humble выиграют и будет 3-0, я офигею просто. О, Лера, привет. 7-й режим будет ловля медуз с камшариками. Ребят, хотели бы, чтобы Тенсай на макс против босса с камшариками поиграли в 7-м режиме? Реально, прикиньте, 7-й режим. Ловля медуз чисто. Макс на своем... Ой, Макс, говорю. Тенсай на своем макс выкатывается. Колет забирают Humble, мега имбовый перца. But a lot of the same principles do apply. Bonnie pretty good at the poke down game, and of course can all in onto a safe and start attacking it up close. No surprise to see Colette here from Humble. It doesn't really tip their hand in any way. It's just a very good brawler. Another brawler that again can attack the enemy safe from a relatively safe distance and cycle those supers if any defense. Что ты спамишь, Штат? Благодарность модера под стрима? Ну, да. Very good mid to long range brawler in terms of that damage output. We already saw today, you know, against Humble when Joker had 756 DPS Владик мне напишет. and they still lost. You know, it was crazy. I've never seen that much DPS in my life. Не, Вомик, кстати, я сейчас забаню, если ты будешь писать. Почему ты вообще в чате пукнул? Лола Кенджи. A dangerous one for sure, and Heist. Is it his best game mode? No, I'm not massively convinced. I was surprised that Humble actually won that set earlier today with that very brawler. And it's one they cannot snap up now. Certainly, if Boss goes with Colt, I know we're going to be in for such a treat. And no one bans it against Humble. I still don't know why. Every time in Heist, they seem to bring it in, but this time going with the Bell. It's definitely that safe. Киты Джуджу надо. Quite influential to land onto the Kenji. But is it going to be enough? It's not the best in DPS. This is definitely a control-oriented brawler. Humble are assuming if Crazy Raccoon want to try and take up residence in the middle of the map. Сам на кого поставил? На Humble я поставил. Actually get some extra value as those shots will bounce between enemy targets that are within close proximity. Certainly with the Lola, you know, that's their thinking process there, is to simply use that ego and just semantic there, maybe indicating about swapping lanes there as well. The bell shots bounce between Lola and her ego. Exactly. 8 bits here for Humble. Okay. This is an interesting one. I mean, a few different ways you can take this, but this really does scream to me, we want to set up shop in the middle of the map. We want to just dominate in the control game and then start to use Colette to pressure that safe down, use our safe long range, whether it's extra credits or, you know, war cartridge here from Lukey, or cheat cartridge, excuse me, remains to be seen, but nice way to round out a composition that had maybe questionable levels of damage output. Ah, the old faithful. Джесси пикает Тенсай себе, окей. Hypercharge turret lands onto the Humble safe. It will be decimated in seconds. The Jesse pick is a very strong one for Crazy Raccoon, but for Humble, they've just got to not feed into it and do their very best to avoid giving more power over to Crazy Raccoon.
По ощущениям, друзья, это 3-0. По ощущениям. Это 3-0, по идее. Ну, если говно не будут делать, это 3-0. Понимаете, прикол в том, что сейчас бит будет видеться очень жестко на Кенджи, и все. Проходит мид Сити Тампо. Попадание от босса просто шедевральное. Сити Тампо живет. Да, умирает Сити Тампо, станция стоит. Попадание по Тенцаю, Тенцай откисает. Попадание по Сити Тампо тоже. Какой же он? The set that Humble need to take to hold the belt aloft. Crazy Raccoon have decent mid control if they can get there, but умирает тематик. Нифига себе заняли контроль Crazy Raccoons. А контроль-то за Crazy Raccoons сейчас, друзья. A lovely lineup there for Semantic to really line up the turret and some extra damage on that left-hand side. It made for a good defense, but it has pushed Crazy Raccoon into a small lead. Tampo forcing that left-hand side, but a nice... Хороший гипер от Семантика, 78 на 51. Дамага очень много сейчас идет в команды Humble. Пошла вода от Семантика, минус моя Гоку. Станция снова от босса. Ульта от босса, но он телепортируется к своей ульте и должен тусить Тампо. Луки, 2600 хп у Тенцая. Нет, Тенцай живет. Нет, Тенцай умирает. Молодец, босс. Ульта снова от Семантика по сейфу. 78 на 41. Там полу хп. Вторая ульта от Семантика в никуда, к сожалению. Бель вторая пассивка, да, у Белли, если что, ребят, пассивка на заземление. То есть она делает так, что у человека снаряды не перезаряжаются. Это специально против Кенджи пикнута, эта пассивка. Специально против Кенджи пассивка пикнута. Попадание по луке. Boss obviously wants to make sure he benefits from speed, and we're switching into a defensive stance here for Humble. They want to try and 78 на 41. Гипер пошел от Тенцая. Начинается дамаг по сейфу. Не, они сносят, да. Нет. Семантик идет с гипером! Не. ГГ. 2-16 ГГ. Офигеть. Одна игра остается. Два гипера Семантик за игру набил, если что. Два гипера набил Семантик за игру. Одна игра остается, чтобы закрыть 3-0. Попадание просто прекраснейшее от луки. Он ничего не мажет, если что. Он ничего не мажет на луке, он все попал. Он все попал. Left all alone, and these marks from Luki, we gotta talk about them. They're landing every single time on that Kenji, time and time again. And there's the thorn in the side. Попадание по Тенцаю. Там по мид прошел снова. Over the course of the weekend, Semantic though, it's a whiff off that super. Still shielded up enough. Moya definitely has to respect this. Взрывается на капкане Тенцай. Тенцай будет умирать. Не, Тенцай живет еще. Не, умирает Тенцай. Там по лоу хп. Умирает. Лоу хп. Минус моя Гоку. Ульта Семантика есть. Сейчас он ультанет по сейфу. Да, ультует просто по сейфу. Умирает. Гипер полетел. Лоу хп. Станция бита. Моя Гоку миди с ультой. Ситампа просто сидит за стенкой. Минус за секунду эхо разбивается. Пошла станция от босса. Ну, он, кстати, хорошо очень сделал. Сейчас пойдет дамаг. Настреливает бит по сейфу. Занимает контроль. Пошел снова. Домик с привидениями стоит, так сказать. Ульта от Семантика, дофигища дэмэджа, 70 на 67. Босс за УХП, там Ситампа просто нарезает сейф, кстати. А Ситампа умер, он подставился под метку. Да, задефал луки Ситампа. Лоу ХП Семантик, но есть гипер.
close. It's not an easy thing to do there, as Semantic was low himself and couldn't necessarily tank. Good taps to the left-hand side. Moya low now, forcing минус эго. Гипер от Луки. So quickly. Great mark again from Luki, popping the hypercharge, and they secure. Минус Джесси. Сидитам. О, гипер от Семантика по сейфу 67 на 42. Сидитам по лоу хп, Сидитам поживет. Ульта Сидитам по сейфу 60 на 42. Гипер. Это ГГ походу. Это ГГ походу. Да, это ГГ. ГГ, чемпионы мира, Humble. Помните, я говорил в начале турнира, что Humble чемпионами станут? Помните? Помните, я говорил в начале турнира, что Humble выиграет чемпионат? Помните? Еще в первый же день. В первый день я сказал, что Humble выиграет чемпионат мира. Просто офигеть, просто офигеть. Humble чемпионы. Капец. Луки, Семантик. Я очень рад, что они выиграли. 3-0 просто в 0. Просто в 0, ребят, просто в 0. Офигеть. Просто умница, я не знаю. To glorious ends. That's been the story of this team. Formed for one purpose. To achieve greatness. Умнички, просто умнички. Луки, если что, ребят, первый чемпионат мира, первая победа. Вы представляете? Первый чемпионат мира и первая победа. Просто неадекватный. О, Семантик с поясом. Я не знаю, почему мне смешно. Я так рад за него. Any emotion you can think of, it's coming to my mind. Happiness, all the energy we put in this year, it's all paying off. Finally, new. Я так рад за него, он умница. Boss insane, Luki insane, Kennen insane, whole unbelievable insane. Everything's just coming together. It worked out. And I'm almost crying. Ребята реально заслужили. Семантик очень заслужил выиграть чемпионат мира. Семантик заслужил, он на все чемпионаты мира ездит, он на всех чемпионатах мира был, ребят, прикиньте. Yes, I was used to known to literally not win a single Worlds match and have a second place curse. I broke both of them. I got off group stage, I got off quarterfinals, and I won the World Final! Умница. Now, as we can all hear, both at home and right here in the arena, the support has been overwhelming. The fans have been absolutely brilliant throughout this entire weekend of competition. Is there anything that you guys would like to say to them? Thank you to every single supporter right now on the stage. Wherever you're watching, to everything. Not only this year, the years before, the one before that, before that. I love you all. Thank you for supporting us. Thank you. Just one more thing. Еноты не заслужили, еноты 2 раза побеждали. У енотов Титампа, который 1 раз выиграл чемпионат мира, и Тинцай, который 2 раза выиграл чемпионат мира. А Семантик ездил на все чемпионаты и ни разу не выигрывал. Humble больше заслужили, они всех в 0 закрыли. Ты издеваешься? Они проиграли только 2 сета, они 1 сет проиграли, и то райвал в этих группах, и все. And thank you so much. Congratulations one more time. We're going to get you to lift that championship belt one final time.
Ladies and gentlemen, for the last time at the Brawl Stars World Finals, your champions, Humble! Humble всех 0 унизили, в смысле? Они заслужили выиграть. Чел пишет. Бро пишет, что им слабых кидали. Ну да, Crazy Raccoon слабая команда, согласен. Вот, слабую команду закинули, 3-0 выиграли, ребят. Вы рады? Вот говорите, что Humble слабых команд закидывали, вот сейчас им тоже слабую команду закинули, они 3-0 их обоссали. Вы рады? Ну, это ваши же слова, это ваши же слова. Слабых закидывала. СК слабые, Crazy Raccoon слабые. Молодцы, молодец, молодец в чате. Чудовище. Просто чудовище. Дэн... Мишеле, так он этот, он... Все, никому не будет рейда, я понял. Не, я знаю, кого я заряжу, Все, ребят, давайте. Будем с вами прощаться потихоньку. Все. Я надеюсь, вы рады, как вы видите, да. Получилось у нас залутать. Все, увидимся скоро. Надеюсь, вы рады, что мы вместе с вами так много времени провели. Давайте, ребятки. Пойду я. Так где Глеб? Все, передайте привет курскому маньякичу. Не, без рофла, очень крутой мужик, передайте ему привет. Я его все стримы смотрю. Все, ребятки, всех поцеловал. Я реально надеюсь, что вы мне благодарны за то, что я с вами провел столько времени. Я вам тоже говорю огромное спасибо. Все, друзья. Давайте, всем пока. Надеюсь, вы довольны. Удачи вам. Пока.